я типа хожу к этому, к мозгоправу. Я с большим вообще энтузиазмом пошла и разговаривала вот с ними. Мне очень хотелось направиться в эту область. Расслабились? Ну все, теперь можно. Да. Теперь еще меньше знает. Ну грустно мне было. Часто я размышляю над этим. Не спрашивали там про мое детство. Это было бы очень, наверное, оригинальным выбором. Бывает сложнее немножечко со сферой эмоций. Вероятно, то же самое происходит с психологией. Угу. Всем привет, друзья! В эфире Прогер подкаст. У меня в гостях Екатерина Крупецкая. Очень крутой специалист. Я даже просто боюсь какие-то сейчас перечислять регалии, боюсь просто пропустить, потому что Екатерина специалист, эксперт очень высокого уровня, и она сейчас кратко расскажет о себе. Я действительно являюсь практикующим психологом. Также я преподаватель психологии. По первому образованию я закончила МИХМАТ. У меня есть кандидатская диссертация по социологии. МИХМАТ МГУ. Да, МИХМАТ МГУ. Я защитила диссертацию по социологии. И моим третьим образованием является психология. Я заканчивала Высшую школу экономики. Еще потом аспирантуру заканчивала по психологии труда. В настоящий момент я работаю с клиентами, я работаю с парами, я работаю с группами. У меня есть курсы, посвященные теме психологии отношений. И да, у меня действительно есть телеграм-канал, который с удовольствием веду и получаю в этом много вдохновения. Да, канал супер прикольный, называется Екатерина Крупецкая. Об отношениях. Да, подписывайтесь. И ваш покорный слуга, автор подкаста, автор канала Кодмен, Александр Буки. Всем привет. Итак, погнали. Первое, что и у меня возникло в качестве вопроса, и у наших зрителей. Как так? МИХМАТ МГУ, и вы ушли в психологию. Вообще, это две противоположности. Ну, это как сказать. Я на это смотрю по-другому. Тут дело в том, что, как и очень многие, когда мне было 17 лет, я заканчивала школу, и предстоял выбор направления дальнейшего и ответ на вопрос, кем я хочу стать, когда вырасту, когда я его себе задавала. Конечно, я прислушивалась к мнению родителей. У меня отец является преподавателем математики, вузовским преподавателем. Он меня всегда натаскивал на математические задачки. Я шла по этой стезе, заканчивала школу математическую, и это казалось настолько естественным. Ну, плюс, когда я заканчивала школу, это был далекий 1992 год. Тогда еще не было ЕГЭ. Тогда не было ЕГЭ, но тогда было очень вообще непонятно, что нас ждет всех в будущем. Ну, вот сейчас я понимаю, что по-прежнему ничего не понятно, что нас ждет в будущем. Тогда было особенно непонятно. Поэтому выбрать что-то надежное, фундаментальное, с опорой на то, чем занимался мой папа, мне казалось хорошим выбором. И я не пожалела, но о Москве я грезила, наверное, с 15 своих лет. Я изучала такую карту Москвы, изучала улицы. И, конечно, когда я приехала и увидела это роскошное здание Московского университета, я, наверное, целый год просто ходила опьянённая вообще идеей, что я теперь в Москве. Это уже на первом курсе было, да? Да. Так, ну и я знаю, что вы родом из Краснодара. Все верно, да. Кубань, моя родина. Да, понятно. Так, и вы вы поступили на МИХМАТ. Да. Психологией я, тем не менее, увлекалась давно, еще до того, как пошла учиться математике. Я читала таких замечательных еще советских психологов, как Игорь Кон, Владимир Левий. И я была, в общем, я тогда прочитала книгу, мне было лет, наверное, 16, которую до сих пор считаю вообще топом книг по психологии. Это Эрик Берн, игры, в которые играют люди. О, я знаю. Это, наверное, первая книга, которую вы мне посоветовали. Ну, видите, да, вкусы не меняются. Очень давно уже. И, конечно, мир психологии меня привлекал, в общем, очень давно. Просто, да, у меня, знаете, какое первое соприкосновение с психологией было? Кстати, о математике и психологии.
я поехала как раз тоже, будучи подростком, в летний математический лагерь. Такая летняя школа была. И туда приехали психологи как раз из МГУ. Они там проводили свои исследования на подростках и всем давали интереснейшие тесты. Мы были все совершенно заворожены. А тем, кто хотел узнать о себе побольше, они предлагали обсудить результаты тестов. Я помню, я с большим вообще энтузиазмом пошла и разговаривала вот с ними. И уже тогда мне очень хотелось направиться в эту область. Ну, просто тогда, я говорю, на сломе эпох исторических, это было бы очень, наверное, оригинальным выбором. И как-то я тогда не была готова пойти на этот риск. Поэтому, в общем, я немного подождала, потом еще немного подождала. У меня был шанс пойти в аспирантуру по психологии, но получилось по-другому. Я пошла в аспирантуру по социологии. Вот. Ну и потом уже, когда уже мой сын закончил школу, я тогда действительно направила свои усилия на то, чтобы освоить всё, наконец. Вы уже расслабились? Ну все, да, теперь можно, да? Теперь все уже галочки поставили. Сколько лет вам было тогда? Ну, порядка 36. Блин, круто. То есть вы в 36 поменяли профессию вообще полностью, да? Или уже как-то вы уже близко были с этим? Ну, как сказать? Знаете, вот сейчас я понимаю, что психологией так или иначе я, конечно, занималась, в общем, большую часть своей жизни, просто не очень это понимала, не отдавала себе в этом отчет. Меня всегда очень интересовали истории про судьбы людей, про их прохождение ими кризисных ситуаций, про то, как они развивают отношения между собой. Я очень много всегда в это вникала, погружалась. Общалась с людьми, которые могли бы что-то мне интересное по этому поводу сообщить. И когда я уже приняла решение, что я действительно хочу стать психологом, в некотором смысле, я как-то, знаете, такое слово, легализовала уже накопленный какой-то опыт и мировоззрение, наверное, я бы так ответила на вопрос. Так, а это какой год был? Это уже где-то 2012 год, да, 2012 год. Это мое такое начало уже конкретно. Вы куда-то пошли еще учиться? Да, конечно. Это было уже, получается, третье образование. Началось оно с получения просто диплома психолога, консультанта, а потом мне еще предстояло много шагов после этого, потому что для того, чтобы действительно начать практику, психологу, когда, знаете, вот сейчас очень популярное обучение психологии, очень многие идут в этом направлении. Я это хорошо знаю, потому что я сейчас преподаю психологию, у меня очень много студентов. И когда приходят люди, только открывают для себя эту дверь, первый год, знаете, как картинки просто мелькают, показывают разные подходы, рассказывают, с чего все началось, теории, дают преподаватели своим ученикам. И под конец вот этого обучения, которое обычно сконцентрировано в пару лет, у начинающего специалиста возникает ощущение, что он теперь еще меньше знает, что он теперь знает, что он ничего не знает в этой области. И потом, конечно, начинается уже такое погружение более глубокое, освоение каких-то методов конкретных. Также и со мной происходило. И я еще потом очень долго училась, повышала квалификацию, добирала знания, освоила, например, 3-летнюю программу по психодраме, это специализация, в том числе, в которой я работаю. И много-много всего еще дальше интересного, включая еще одну аспирантуру, например. Так что я тоже уже по психологии. Да. Когда мы с вами познакомились, встретились, я, получается, был без работы, и я вообще не знал, куда мне двигаться. И как-то я не помню, говорили вы мне такое или нет, но точно вы меня поддерживали, когда я говорил, а может мне вообще что-то новое попробовать? Я теперь понимаю, что, возможно, вы и на свой опыт опирались. Конечно. То есть для меня казалось, я там в одной сфере работал, как я сейчас вот так вот возьму, перепрыгну там. Невероятно было для меня тогда, но оказалось все возможно. И да, теперь, наверное, я понял, почему вы мне так сказали. Честно говоря, я раньше думал, что, мне казалось, вы прям сразу определились, знаете, типа все.
Ну вот нет, да, судьба распорядилась по-другому. У меня еще был опыт управления бизнесом заодно, так что здесь у нас тоже есть точки пересечения. Я вам больше скажу, Саш, в своей второй аспирантуре по психологии тема, которой я занималась и исследовала, она касалась как раз-таки того, как взрослые уже люди строят траекторию своего обучения и профессионального развития. И я собирала большую выборку и со всеми ними проводила исследования на тему того, как взрослый человек принимает решение о смене профессии. То есть буквально все люди, с которыми я проводила тогда большое количество интервью и тестов, это были люди, которые приняли во взрослом возрасте решение о смене профессии. Таких очень много. Еще дальше я бы пошла и сказала бы, что сейчас почти нет людей, которым удается всю жизнь придерживаться одного профессионального направления. Скорее, вот такая последовательная смена профессиональных областей это является нормой для современного человека. Мы, в конце концов, жить стали дольше. Скучновато заниматься одним и тем же, вероятно. Сейчас очень редко такое происходит. Возможностей уж очень много в современном мире. К теме, как мы познакомились вообще с вами. Это был, по-моему, 2017, наверное, год. Наверное, даже я еще дальше начну. То есть я вообще работал в сфере фондового рынка, там связан был вот с ценными бумагами. Это, наверное, тоже вот у меня от семьи пошло. Потом резко я так перепрыгнул, решил открыть автомойку. У меня у родителей автомойка. Вот, и прогорел я жестко. Сейчас, в принципе, легко об этом говорить, но тогда это было, прям ком в горле вставал, если я там говорил, что вот у меня неудачный бизнес. В общем, я прогорел, и отовсюду, наверное, у меня везде все посыпалось. И личная жизнь, и даже там семейные отношения, там с родителями у меня были сложности. У меня уже начались какие-то такие переживания, тревоги, депрессивные мысли. И я вас не встретил. Я на этой же автомойке встретил психолога. Мы с ней начали заниматься. Не знаю, может быть, мы просто там не сошлись характерами. Может быть, не знаю, не мой психолог. Короче говоря, я прям сильно разочаровался в психологии, потому что мне становилось хуже. Я такой, что-то вообще какая-то фигня происходит. То есть вот мы там начали какие-то детские там вещи разбирать, о которых я даже не думал никогда. Я смотрю, мне вообще ничего не помогает, только хуже. Я совсем отчаялся, честно говоря. Настроение у меня было на таком минусе, я не знаю, там спал по 3-4 часа, мне прям плохо было. И есть форум, по-моему, называется «Псай-совет», что-то такое. «Псай-совет». Да. И я вот просто начал читать его, и у людей там, жуткие истории, честно говоря, у некоторых. Я подумал, ладно, напишу, навряд ли что-то получится, вот так вот написал. И все, вот я помню, мне там пришло сообщение, что вот откликнулся психолог, мы с вами начали что-то по шагам разбирать. Да, вот мы просто прям на форуме обсуждали, я прям помню, с нетерпением ждал. Мне на самом деле так тяжело было об этом писать, но я писал, и через какое-то время получал от вас ответ, и я всегда был с таким ожиданием, что же мне ответят, что же мне скажут, потому что даже вот в тех словах уже, не знаю, я находил какие-то силы для того, чтобы жить дальше. Нет, у меня не было депрессии, но грустно мне было. Вот. Так мы с вами познакомились, то есть потом вы меня пригласили на уже личную консультацию, потом, так скажем, начался процесс терапии, и мне это действительно помогло. Как я упомянул, сначала я познакомился с психологом и работал с ним, и мне вот совсем не помогло. А потом познакомился с вами, и вот просто кардинально ситуация поменялась. И вот у меня вопрос. Я думаю, многих зрителей это тоже волнует. Как вообще найти своего психолога? Как найти хорошего специалиста? Как найти своего психолога? Потому что сейчас прям психология везде, из каждого угла, и уже куча всяких агрегаторов, где много психологов. Вот. Что посоветуете? Что скажете нашим зрителям? Интересный вопрос. Вы знаете, часто я размышляю над этим, потому что слышала, конечно, такой вопрос не раз. Я, наверное, может быть, банальные вещи скажу. Я все-таки считаю, что для того, чтобы состоялся контакт между психологом и клиентом, должно произойти совпадение на человеческом уровне, в первую очередь. И да, конечно, квалификация психолога, его опыт – это многое значит. Но дело в том, что если
вы не совпадаете на каком-то душевном уровне, на уровне, может быть, каких-то особенностей взгляда на мир или просто эмоциональности даже, то может работа, она может быть даже состоится, но не факт, что будет она полноценной, что человек, клиент, получит действительно максимум из этого. Почему так происходит? Потому что психолог, это распространенное мнение, работает душой. И люди приходят к психологу, когда у них болит душа, в очень уязвимом состоянии. И если будет некомфортно, и если не почувствует человек, что его действительно принимают, что он может расслабиться, что его поймут, не будут осуждать, что не будут его грузить чем-то дополнительным, не будут его заставлять что-то делать. Если всего этого не произойдет, будет очень сложно доверять специалисту. А без доверия работа не может состояться. И в этом плане можно, конечно, изучать досконально все дипломы психолога. Кому-то это очень важно, и, наверное, без этого тоже сложно обойтись. Но в целом я не вижу другого способа, кроме как записаться на первую встречу, попробовать пообщаться и прислушаться к своим ощущениям и к своим чувствам. Можно иногда, некоторые психологи дают такую возможность, как небольшой предварительный разговор. Даже и в 5-минутном разговоре по телефону вы уже можете понять, какое у вас состояние после этого разговора. Если вы чувствуете, что вам легко, если вам хочется открываться этому человеку, если вам хочется идти дальше с ним, и вы чувствуете, что вас действительно поймут, с вами будут обращаться бережно, это как минимум намекает на то, что стоит сделать следующий шаг. Если ничего этого не происходит, если на душе становится тяжело, неуютно, я думаю, что стоит посмотреть в сторону другого психолога. Я всегда так ориентировать стараюсь людей. Не знаю, не то чтобы я там с вами не согласен, но вот что я для себя, какие выводы сделал. Во-первых, когда вот мы с вами начали заниматься, поначалу вы вообще не спрашивали там про мое детство. Вот. Вы просто разобрались в ситуации, что вот на данный момент и где как бы основная там проблема, так скажем. Даже не то, что указали, а вы пару вопросов мне задали, и я сам как бы уже дошел до того, что автомойку надо закрыть. Вы ко мне пришли еще даже без этого решения, да? Да. Ну, у меня, конечно, были мысли, но я там до последнего хотел бороться, вот. Но я к тому, что... это уже, может, от меня совет, да, то есть если человека там что-то волнует, если он чувствует, что там в детстве там его обидели, то, конечно, добро пожаловать, давайте разбирать эту историю. Но если у человека какие-то там проблемы в текущей ситуации, то, возможно, это хорошо, когда там психолог глубоко не лезет к вам в душу, а Мне вот кажется, разбирает. Я поняла, о чем вы говорите, да, позвольте тогда на это тоже откликнусь. Дело в том, что действительно к психологу приходят в очень разном состоянии. То, что вы... И с разными ситуациями. Ситуациями. То, что описали вы сейчас, это ситуация, когда действительно максимально такой жесткий кризисный момент. Есть даже такой психологический термин, да, как работать вообще с ситуациями, когда у человека вот посыпалось, как вы говорите, произошел какой-то удар, человек в замешательстве, в шоке, можно сказать, находится. Да, это такой предвестник, можно сказать, есть даже такое понятие шоковая травма. Она относится, например, к ситуациям, когда человек узнал об очень серьезном, необратимом изменении в своей жизни. В вашем случае у вас были серьезные проблемы в бизнесе, и это была потеря серьезная, хотя вы еще тогда до конца не понимали, насколько окончательно вы готовы расстаться с этим, но вы уже чувствовали, что потеря имеется. И вот в такой ситуации, это ситуация кризиса. Сейчас, поскольку психология идет все время вперед, даже есть специализация кризисная психология, когда человек в остром кризисе, разговаривать с ним о каких-то далеких событиях прошлого, условно говоря, у него не будет на это отклика. Ему прямо сейчас плохо, и говорить нужно, конечно, о том, что его беспокоит. Это во-первых. А вторая очень важная вещь.
это помогать восстанавливать ощущение нормальности. Потому что человек, переживающий вот такой кризис, он, можно сказать, в эпицентре землетрясения. Вокруг него, у него заходила почва под ногами, вокруг него все рушится, и ему нужно на что-то опереться. И вот психолог может стать такой точкой опоры, возвращая человеку состояние, что есть еще какие-то вещи в жизни, которые остались нормальными, и за них можно держаться. Все остальное потом. Все терапевтические приемы, направленные на исследование прошлых ситуаций, они уместны, когда в целом человек более или менее устойчиво себя ощущает. А для этого нужно сначала помочь выйти из вот этого ощущения острого кризиса. Возможно, именно поэтому такие вот вещи происходили, которые вы рассказываете. Да, 100%. В общем, зрители, если вы что-то услышали для себя, как найти подходящего вам специалиста, вот мы все рассказали. Мы старались. У меня подкаст в целом айтишный. Мне стало интересно, есть ли вообще у вас клиенты-айтишники? Если есть, то много ли их? И есть ли какие-то схожие проблемы? Да. Конечно, тут, надо отметить, что начинал я не как айтишник, но... Я вот хотела как раз такой, не знаю, позвольте ли комплимент сказать в ваш адрес. Дело в том, что я же помню, это же на моих глазах происходило ваше решение. Произошла такая действительно радикальная смена области деятельности. И я помню, как вы собирались силами для того, чтобы абсолютно направить всю энергию на освоение новой профессии. Я вам честно скажу, Саш, то, что вы осуществили в итоге, похоже на волшебство. Нет, не соглашусь. Для меня это так, слушайте. Нет, спасибо. Но на самом деле я тоже сначала я так восхищался собой, ой, какой я молодец. Но на самом деле сейчас вот такой у нас информационный век, и просто повсюду вот это всякие курсы по программированию, везде этот искусственный интеллект, компьютеры, гаджеты всякие. То есть это все вокруг нас, как будто бы это, на какой-то у меня, как ни крути, все равно средний уровень. И на какой-то средний уровень выйти, не то, что любой может, но это вполне по силам многим, и это вообще не волшебство. Хотя все в жизни, наверное, не волшебство. Так вот, вернемся. Хорошо, да, не хотите, вы скромный человек. Окей, да, тоже достоинство ваше. Про айтишников, конечно, сейчас, в принципе, эта область, в ней много просто специалистов, и, конечно, они тоже, как и все люди, испытывают психологические проблемы. И действительно, у меня есть такие клиенты, и были регулярно из них определенное количество мужчин. Я, кстати говоря, я не знаю, честно признаюсь, как у других психологов, но мне нравится то, что ко мне приходят не только женщины за помощью, но и мужчины. И я даже высчитала, у меня строго 20/80 соотношение, 20% приходят именно клиенты-мужчины. И да, среди них было несколько раз такое, что человек работает в IT-сфере. Из того, что я вспомнила, из такой довольно длительной работы, это было все-таки больше про тему личных отношений. И в одном и в другом случае, который я ярко помню. Ко мне девушки приходили, работающие в IT-сфере. И вы знаете, на самом деле, ничем не отличаются проблемы. Проблемы, как выстроить отношения с коллективом. Одна из девушек, она столкнулась с таким очень токсичным руководителем, такого, очень эгоистичного склада характера. Было дискомфортно, и девушка была очень добросовестна, ей очень нравилась ее работа, но это было совершенно невозможно. Все отравляли эти взаимоотношения, взаимодействие с руководителем. Было сложно принять решение о смене работы. В каких-то других ситуациях это был выбор дальнейшего пути профессионального развития, поиск подходящего функционала, выбор между направлениями роста профессионального. В целом, я что могу сказать, что клиенты из сферы IT – это всегда люди с очень сильным рациональным мышлением. С ними очень легко говорить на языке логики, допустим, какой-то. Люди с очень скоростным мышлением, очень большое количество информации умеют перерабатывать, способны на глубокую рефлексию.
Бывает сложнее немножечко с сферой эмоций. К вам это, кстати говоря, не относится. Мне кажется, у вас все и с эмоциональной сферой замечательно. Но в общем и целом люди, выбирающие для себя эти сферы, у них вот область, связанная там с эмоциональным интеллектом, может быть, ну, в такой немного затененной стороне, да, не всегда это для них вещи какие-то очевидны. И с этим они приходят разбираться. А так все то же самое, что и у других клиентов. А вот эти айтишники, это в основном программисты или прям вот там все разбросано? Я вспоминаю, у меня, например, даже был такой клиент, он достаточно неплохую позицию занимал там в известной компании Facebook, например, да, он там было, это и с разработкой было связано, и с развитием продуктов. У меня, кстати говоря, из компании Авито у меня довольно большое количество было клиентов, которые именно занимались в том числе и разработкой, разные. Прикольно. Там из Тинькова у меня были ребята, которые... Ну, из всех наших, наверное. Да. Здорово. Да. А вы, кстати, сейчас еще, вот я про регалии говорил, но, по-моему, вы упоминали, что вы еще проводите тренинги для компаний? Ну, есть такое. Не могу сказать, что это у меня, знаете, очень регулярно происходит. Ну, вот недавно, я уж тогда немножко похвастаюсь, для меня это было таким моментом связанным с гордостью. Меня пригласили провести тренинг по одной из тем, на которой я специализируюсь. Это психология лжи и манипуляций. И для меня было большой честью, что я проводила тренинг для тренеров Московского Сбербанка. Соответственно, такая непростая группа была. Мы провели 2 дня в очень интенсивном режиме. Они сами эту тему хорошо знают. Им было интересно мнение психолога узнать. Так что, да, такой опыт у меня тоже был. Ну, это один из примеров. Там до этого тоже бывали случаи, когда я работала именно с какими-то коллективами. Ну, я, кстати, еще вот тоже иногда вспоминаю, я же был у вас на тренинге по, ну, я так его назову, по картам Таро. Ага, по метафорическим картам. Да, по метафорическим картам. Не, ну там было прям весело, я помню, мне понравилось, конечно. Да, это один из моих любимых тренингов, он до сих пор в таком же неизменном виде существует, только в онлайн перешел, правда, в связи с ковидной эпохой. Ну, раз вы упомянули онлайн, давайте спрошу. То есть после ковида, до ковида в основном было, что вы работали вживую? Не только. Нет, вы знаете, онлайн сразу был у меня, в общем-то, представлен в перечне того, чем я занималась, по одной простой причине. Есть клиенты из других городов. Вот вы напомнили, что мы с вами познакомились через форум «Псисовет». Ведь когда начали только появляться эти форумы, я считаю, стало происходить что-то очень значительное в плане популяризации психологии. Почему? Потому что благодаря онлайну из любой точки мира можно найти психолога высокой квалификации и этот выбор осуществить, да, из большого количества специалистов. Поэтому у меня уже довольно давно были клиенты из других городов, из других стран. Когда-то мне вообще даже было забавно, я размышляла, не повесить ли мне карту, знаете, как это, такой киношный мем, когда флажками отмечают какие-то страны на карте. Вот мне было интересно отметить, где у меня есть клиенты. Были из Японии, даже из Австралии. Но они говорили по-русски, правильно? Ну, конечно, это все русскоязычные люди. И это тоже интересный феномен, потому что очень важно найти психолога, ну, с похожим менталитетом. И даже люди, которые много лет провели уже в другой стране, все равно они, когда подыскивают специалиста, они отдают предпочтение человеку русскоязычному. Но возвращаясь к вашему вопросу, конечно, ковид сильно изменил баланс. Потому что, ну, практически целый год вообще люди не имели возможности там встречаться вживую, все перешло в онлайн. И с тех пор это соотношение, оно остается во многом в пользу онлайна. Но даже еще до 2020 года у меня уже было преподавание дистанционное в онлайн-университете. Поэтому, в общем, я уже стала осваивать. А сейчас как? И сейчас... Нет, я имею в виду сейчас какое соотношение?
Ну, оно не 50/50, хотя я всегда приглашаю людей приезжать по возможности, тех, кто живет в Москве. Ну, наверное, так очень грубо, если я бы сказала 30/70. 70 онлайн и 30 у меня очных встреч. А до ковида было по-другому? Ну, 50/50 точно было в какой-то период. Да, наверное, 50/50 у меня было до ковида. Вот у меня какой еще вопрос возник. Как раз я еще вначале хотела его задать. Вы вот как раз упомянули, что онлайн дал толчок теме психологии в нашем обществе. И я вот вспоминаю, я же вообще боялся идти к психологу. Для меня это было прям, есть же даже, прошу прощения, такое, что вот говорят там, это про психотерапевтов, наверное, говорят, что типа мозгоправ. Вот так. И, так скажем, у меня было немножко такое скептическое отношение, что... больше я боялся не то, что вот прийти и рассказать, я больше боялся, а что люди подумают, может, я псих? Вот. Потому что даже я помню, вот в кризисный момент... Я, знаете, что гуглил? Я гуглил, как определить, есть ли у меня шизофрения. То есть вот как раз мне стало интересно. Во-первых, вы ушли в психологию, это уже в 2000-х было. Вообще, у вас были когда-то такие мысли, особенно вот в 90-е годы, что психология, я даже вот не знаю, какое слово подобрать правильно. Вот если смотрели такой сериал «Клан Сопрано», не смотрели? Конечно, вот. Как же. Помните вообще, как его там стебали, вот этого главного героя? Он вообще боялся говорить, что вот типа он к своим браткам пришел и говорит: слушайте, я хожу к мозгоправу, лучше вы услышите это от меня. Вот. Да. Сталкивались ли вы когда-то с этим? Вот первый вопрос — это сталкивались ли вы сами? Было ли у вас когда-то такое отношение, что психологи какие-то странные люди? Хотя, раз вы давно интересуетесь этой темой, наверное, нет. Слушайте, нет, у меня тоже есть такая же история про себя. Я тоже в свое время попала в кризисное состояние, искала помощи, поддержки и не очень понимала, где я могу найти. Тогда и интернет-то, в общем, еще не такой был, как сейчас. Но, тем не менее, я нашла специалиста, очень маститого. У него был целый форум. Это внушало доверие, потому что я видела, что много людей ему доверяют. Соответственно, я записалась. Андрей Курпатов. Нет, я не буду называть имен по разным причинам. Вы поймете, когда я закончу историю. Короче говоря, оказалось, что он где-то неподалеку принимает от места, где я живу. И я, он сразу, когда я ему позвонила, он меня сразу напугал, что это будет стоить больших денег. Мне была нужна помощь, я не знала, куда еще вообще податься. И, в общем, что меня поразило, когда я пришла, он сначала мне предложил ознакомиться с альбомом газетных вырезок, который он так вот подбирал, где можно было увидеть все его, упоминания. То есть тогда интернет еще был, как я сказала, не так развит, поэтому он вырезал из журналов, где там чего. И вот это вот такая, я это называю сейчас ярмарка тщеславия, вот она заняла какое-то время нашего сеанса, пока я не прониклась. Потом он мне предложил пройти психологический тест на компьютере, известный тест MBTI, который, вот там на 600 вопросов или что-то в этом духе, это еще там заняло минут 40, если не больше. Я все сидела и не могла понять, а когда мы будем вообще моими вопросами заниматься? Когда я все-таки ему озвучила то, что у меня было накипевшее, он к этому не очень проявил интерес. Он сказал: ладно, как-нибудь, короче говоря, решится вопрос. И я осталась в полном недоумении. И после этого я тоже долго вообще не была готова обращаться к специалистам. Так что не только, Саша, у вас такой опыт. Я думаю, с этим многие столкнулись. И я тоже не понимала, вообще это нормальные люди или это очень странная история, обращаться, и можно ли из этого какую-то... А я сейчас подумал, что вот он так вас помучил, и вы такие: это бардак какой-то, надо в психологии порядок навести. Вы знаете, тогда мне это не пришло в голову. Но то, что вы сказали, очень точно описывает. Я это недавно услышала от одной из своих клиенток. До сих пор, к сожалению, психологи некоторые творят дичь. И это, с одной стороны, печалит,
потому что я понимаю, бедные клиенты, как им вообще выбирать, не очень понятно, вопрос какого-то везения. Но, с другой стороны, видите, наверное, любая область так развивается. Как в свое время там говорят же, что сначала дикий капитализм должен установиться, и только потом начинают люди уже более цивилизованно между собой договариваться. Вероятно, то же самое происходит с психологией. И у нас еще, наверное, период такой немножко диковатый. Поэтому все ваши опасения, они вполне обоснованы в плане того, что непонятно вообще, с чем мы столкнемся, когда придем к специалисту. Но сейчас становится все-таки лучше. Сейчас очень много образования, и действительно люди начинают уже к психологии относиться без такого вот опасения большого. И еще я на что хочу откликнуться. Вот вы как мужчина озвучиваете очень такие распространенные переживания, потому что, знаете, вот женщинам им больше их волнует, найдут ли они возможность, чтобы их выслушали. У женщин всегда очень большой поток эмоциональный внутренний, им бы его куда-то, значит, направить. Подруги устают, партнеры еще больше от этого устают. И женщины мечтают попасть, значит, в общение с человеком, который будет их слушать. А у мужчин немножко по-другому. Они действительно, многие мужчины переживают, как бы не появился кто-то, кто слишком много будет влиять. Потому что мужчине же важно все-таки управлять своей жизнью и контролировать все, что происходит. Поэтому предположить, что кто-то начнет контролировать его мозги, это очень страшно. Даже, знаете, больше, наверное, мужчины боятся не то, что они теряют контроль, а больше всего они боятся, что ими будут манипулировать. Да, конечно, конечно. И вы не зря привели в пример Тони Сопрано, главу мафиозного клана. Для него это вообще был лютый кошмар. Но представляете, до чего все-таки может дойти современный человек, когда... Ну, это юмористическая форма, но все-таки глава мафиозного клана, обращающийся к психоаналитику, это такой прям, ну, оксюморон, да, что-то, ничего не может быть. Ну да, еще есть 2 классных фильма, но я думаю, все их смотрели, анализируй это и анализируй то. Или наоборот. Да. Как-то так. Да, там блестяще. Де Ниро тоже эту тему подсветил. Ну, в общем, сейчас, да, я как бы так вижу, что в целом сейчас, конечно, уже нет, наверное, такого стереотипа, что, типа, сходить к психологу, не знаю. То есть сейчас сходить к психологу, это вообще сейчас надо иметь своего психолога. Мне кажется, уже, да, такое время, по крайней мере... Во многом, особенно у людей, которым немного больше 20-25 лет, да, вот снято какое-то табуирование с этой темой, и это становится чем-то вроде нормального стиля жизни для многих. Это правда. Да, поменялось. У Екатерины есть группа по отношениям. А как она правильно называется? Скажем, у меня есть вообще разные группы терапевтические, но... Вероятно, то, что вы имеете в виду, оно называется «Мои отношения». Да, «Мои отношения». В общем, я был на этой группе не в качестве рекламы. И вообще вопрос будет не об этом, но группа прикольная. То есть я для себя много чего почерпнул. Я проходил ее в онлайн-формате. Мне иногда немножко грустно, конечно, вот что везде все онлайн, прям хочется живого. Я, кстати, да, ни одного участника, получается, так и не встретила нашей группы. Если будете смотреть, привет вам. Группа классная. Можно долго как бы говорить про эту группу, про выводы какие-то. В общем, поверьте, прикольная тема. Никто никого не заставляет там, типа, надо идти. Нет, просто вот мое личное впечатление, мне понравилось. Много чего для себя почерпнул и узнал о людях, особенно о девушках, о женщинах. И мне стало интересно, я вот вспоминаю, как вы вели группу, это реально прям, большая работа. Мне интересно послушать про первый опыт, когда вы попробовали вот так группы вести, вообще откуда появилась такая идея. Да, спасибо, что вообще вы эту тему затронули, потому что это моя любимая область. Работа с группами. И началось все с того, что меня саму пригласили как участника в группу. И это было ужасно интересно. Я столкнулась там с такими переживаниями, которые вообще даже не предполагала. Но сейчас я понимаю, что самый первый опыт групповой терапии, давайте это так назовем, я получила, когда я была еще довольно молодой девушкой, в 20 лет, и это был, может быть, кто-то из ваших
зрителей тоже поймет, о чем я говорю. Такой был клуб «Синтон». И вел его Николай Иванович Козлов, достаточно известный психолог российский. Он автор многих книжек. У него была такая книжка «Философские сказки». И, в общем, вдохновившись вот этой книгой, я и мой тогда еще будущий муж, мы отправились на вот эту группу. Она называлась, по-моему, «Трудные игры» или что-то в этом духе. Огромное, значит, количество людей, нас там было больше 30 человек. И это была регулярная история. Мы встречались в течение нескольких месяцев, где-то раз в неделю. И вот там начали происходить какие-то очень увлекательные вещи. Мы там начинали говорить о каких-то сокровенных вещах. Мы начинали узнавать, как думают другие люди. Иногда это было сногсшибательно. Иногда мы до сих пор с мужем вспоминаем какие-то фразы, которые мы там услышали. Там, в частности, один своеобразный молодой человек, значит, выдал такую фразу. Он про женщин высказался. Он сказал: женщина, с его точки зрения, это инструмент для удовлетворения первичных человеческих потребностей. Мы до сих пор иногда это вспоминаем, потому что нас это тогда очень заинтересовало. И, короче говоря, там были разные тренинги, разные упражнения. Иногда это было очень остро. Я прям не могла спать по ночам, переваривая эти впечатления. Потом, когда еще уже... бы такое говорят. Да. Там, кстати, Николай Иванович, он предлагал нам сейчас-то уже довольно известные упражнения на доверие, когда один участник забирается на стол, а другие его ловят, значит, он падает на них спиной. Ну, в общем, там было столько всего интересного. Мы там играли в игру. Ну да, еще тогда, наверное, это прям только-только появилось. Да, это просто взрыв мозга. Сейчас на каждом, наверное, тимбилдинге все там падают. Возможно, но вы знаете, я вот сейчас, у меня есть курс, так называется, групповая психотерапия. Я учу ему психологов. И для того, чтобы студентам было понятнее, о чем это, я закладываю в качестве практикума разные упражнения, мы моделируем групповой процесс. Вы знаете, практически все, кого я обучила, а это уже много сотен человек, они с распахнутыми глазами и отвисшими, значит, челюстями это все воспринимают, что намекает на то, что по-прежнему это очень свежий опыт, и мало кто его может получить. И, конечно, когда человек приходит в группу, там не обязательно нужно падать со столов. Я сразу на всякий случай скажу, например, в группе вы подтвердите мои слова, в которой вы были участником, мы просто разговаривали. Это вообще все было онлайн, и никто никого там не трогал даже пальцем. Но все равно количество впечатлений большое, и это мощная работа. И я думаю, что групповая терапия, опыт групповой терапии, он особенно может быть полезен для ситуаций, когда человек пытается понять, как ему вообще взаимодействовать с другими людьми и с социумом. А нам всем на разных этапах жизни эти вопросы важны. И лучше, чем в группе, это понять практически невозможно. Вот вы упомянули, что вы больше узнали про то, как думают женщины. Понятное дело, в группах много женщин всегда. И это возможность, да, через каких-то, в общем-то, не близких вам женщин узнать вообще женский взгляд на проблему. Да, это что-то уникальное, наверное, все-таки в жизни человека и мужчины может произойти такое. Ну и для противоположного пола это тоже, на мой взгляд, уникальная возможность посмотреть на себя и на свои темы глазами других людей. В других местах это невозможно просто. Да, но все же, как вы решили начать вести группы? Я уже была психологом практикующим, да. И я прошла сама группу, и я прочитала книги, которые меня потрясли. Это, вообще никогда не перестану рекомендовать любые книги Ирвина Ялома. Это классик, ныне живущий человеку. Финн? Нет, он живет в Америке. Он фактически один из основателей экзистенциальной психотерапии. У него очень много книг, и он великолепнейший писатель. Поэтому людям, даже вообще не знакомым с психологией, погружение в книги Ирвина Ялома может очень многое открыть. Я прочитала в том числе одну из его книг, она называется «Шопенгауэр как лекарство», где он просто описывает этот процесс групповой терапии. Это настолько меня захватило. И я поняла, что очень хочется мне в этом разобраться. Я освоила эту науку, прошла обучение, создала свой курс и стала вести группы.
Мы вели это и с котерапевтом. Котерапевт – это второй терапевт, который может выступать параллельным ведущим в группе. Вела и сама, разные у меня были опыты. И, конечно, это было страшно поначалу, потому что столько людей пришло, не хочется их подвести, и непонятно, что будет происходить. Каждая группа – это абсолютный сюрприз. Вообще непонятно, что будет происходить. Но оно того стоит. Это, конечно, впечатления неповторимые. Согласен с вами. Я просто помню, по-моему, даже вы мне говорили, что вот прям как-то аврал пошел, когда начался ковид. Это действительно так? Да. Никаких сомнений. Люди были очень растеряны. Происходило что-то в мире, с чем никто из живущих практически не сталкивался. Многие, да все практически, были переполнены таким экзистенциальным ужасом. Было непонятно вообще, может быть, мы там завтра все умрем или через месяц, или что-то такое. То есть вот с такими проблемами приходили прям, да? Вы знаете, приходили, это как проблемой, даже сложно назвать, приходили с таким ощущением. Приходили с ощущением, что все перевернулось, и непонятно, на что опереться и как жить дальше. Мы сегодня с вами уже говорили о том, как себя чувствует человек во время кризиса. А эта ситуация была уникальна тем, что все себя чувствовали в ситуации кризиса. Ну вот я вообще не чувствовал кризиса, но это просто потому, что вот у меня была, наверное, стабильность в плане работы. Ну да, типа... И так как бы я программист, я там, частенько дома и до ковида работал, то есть я такой, типа, дома не круто сидеть, но, типа, просто надо подождать чуть-чуть. То есть мне, я вообще... чуть ли не в плюс на ковиде был. Вы знаете, может быть, вы сразу были очень устойчивы, но мне кажется, вы сейчас говорите уже о моменте, когда немножко первый шок прошел, возможно. Нет, я прям помню, то есть говорят там, типа, надо дома сидеть. Я такой, окей, посидим. И я, в принципе-то, и не выходил никуда, я утрирую. Но я сейчас представил просто как раз вот... Я в тот момент, конечно, очень радовался, что я айтишник, и даже такая немножко была, есть там черная зависть, а здесь наоборот, я как бы радовался неудачам других. Небольшое злорадство. Я такой, надо было, поняли, на кого учиться надо было. Но я сейчас представил, вот вы начали говорить об этом, людей, конечно, у кого как раз работа напрямую связана, офлайн, так скажем. И да, там такой истории, конечно, нет. Там сразу это, наверное, потеря работы, потому что там, единицы, наверное, работодатели, там, кто платил зарплату просто так. И да, наверное, там людей сильно выбивало. Вы знаете, у меня тоже своя выборка какая-то специфическая. Не из всех социальных, понятное дело, слоев мои клиенты. У меня сохранилось ощущение удивительным образом немножко другое. Тогда настолько люди стали оказывать друг другу поддержку, было столько сплоченности, почти никто не терял работу, потому что было очень много понимания, что нужно продержаться. И что меня еще поразило, огромное количество процессов в организациях были мгновенно просто переведены в онлайн, даже тех, которые было сложно представить, что это возможно. То есть все действительно стали ориентироваться, наверное, на айтишников, но так или иначе адаптация происходила какая-то колоссальная. Я вот это видела, наблюдала. А вот что касается того, что могло быть проблемой, что было совершенно непривычно, например, для семейных людей, когда вся семья оказывалась в одном пространстве. Дети разных возрастов, родители, там еще бабушки какие-то с девушками. Вот от этого у людей вскипал мозг очень сильно. Это приводило к большому количеству напряжения, стресса. Это было сложно переварить. Да, я сейчас подумал, я-то один жил тогда, так что да. Да. Тут, конечно, есть нюансы свои. Клиентов стало больше или просто больше работы стало? Я в тот момент, такая движимая гуманистическим порывом, все-таки я, как и многие психологи, откликалась на тревогу людей. В ситуации больших изменений у людей подскакивает уровень тревоги. Именно поэтому люди идут к психологу за стабильностью, за какой-то системой координат, за опорой, за утешением.
И мне хотелось быть полезной. Я тогда объявила акцию на 2 месяца. Я в 2 раза снизила стоимость своих услуг. И поскольку у меня уже, в общем, много кто меня знал, у меня просто какой-то получился такой кромешный ад в том плане, что я там с 7 утра до 10 вечера практически без перерывов на чай работала вообще вот безостановочно. И, конечно, я потом поняла, что я немножечко переборщила. В общем, было сложновато, надо было восстанавливать силы потом. У меня поэтому было очень много работы. Потом эти 2 месяца закончились, самый ажиотаж прошел, я вернулась к обычному режиму. В общем, мало никогда работы не было. Вот раз вы упомянули, как вот ваша основная, так скажем, работа, это все-таки вот выслушивать проблемы, вопросы людей. Как вам это удается? Да, каждый приходит со своими проблемами. Вот поговорили с человеком, вроде только-только там погрузились в его проблемы, тут же приходит другой. Как вам это все удается не путать? А бывало, кстати, такое, что приходит один со своей проблемой, а потом его проблема... в общем... Я поняла ваш вопрос. Вы знаете, там кто не без греха, у меня бывали ситуации, когда, знаете, таких прям каких-то очень глобальных косяков я не помню, что я допускала, но я могу, бывали у меня ситуации, я сижу, и я не могу вспомнить имя, например, там, не знаю, партнера, девушки-клиентки. А клиента? Кого-то, какого-то из самого клиента? Самого клиента. Нет, такого все-таки не было. Да-да, Андрей. Нет, вот это следующий уровень. Я буду наблюдать. А еще, знаете, вот когда ваш вопрос слушала, я вспомнила такой юмор специфический у психологов. Надо, конечно, картинку показывать, но меня очень порадовал. Это про то, о чем думает психолог за несколько дней до отпуска. И на картинке изображено, значит, такое, знаете, ветвящееся дерево с кучей клиентов, а у каждого клиента его там мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра, значит, кошка, хомячок, потом, значит, какие-то особенности жизни хомячка, особенности жизни кошки, особенности жизни мужа. И вот это вот такое вот все расползается, и как вот это вот в голове уместить. Иногда некоторые детали бывают смешиваются. Это я за собой замечала, когда я такая, так у вас живот, а потом я соображаю, что на самом деле эта деталь была из другой истории. Да, это прикольно. Это немножечко бывает такое. Но пока память не подводит, к тому же записи все-таки помогают. И в этом плане нет, я не путала и продолжаю их не путать. Отвечая на ваш вопрос, что помогает выслушивать, вы знаете, мне искренне совершенно интересно до сих пор. И, наверное, это большая удача, что я занимаюсь все-таки тем, что мне интересно. Мне всегда было интересно, как развивается судьба человека, где он на этой дорожке идет, там, не знаю, вот по правой тропинке или по левой, почему это происходит. И мне это так увлекательно всегда за этим наблюдать. А еще мне близка фраза, я училась психодраме у Елены Лопухиной, я ее считаю абсолютно великой, она сама себя называет бабушкой отечественной психотерапии. И когда я впервые ее увидела и как она работает, я была заворожена, мне это было очень близко. Вы видели вживую? Или... Конечно, я училась у нее 3 года вживую. И когда я впервые увидела это, я поняла, что она относится к психологии как Шерлок Холмс. А Шерлок Холмс — это был мой любимый вообще герой еще в школьное время. То есть она относится к ситуации клиента, и я поняла, что я также хочу этим заниматься, и мне кажется, у меня иногда получается, как к интересной загадке, которую хочется распутать вместе с клиентом. И это просто делает все очень интересным. Знаете, как будто вы каждый день читаете очень много интересных детективов. Вот вы сейчас очень крутую вещь сказали. Вот то, что, да, психолог, он своего рода Шерлок Холмс, детектив. Да. И мне кажется, знаете, это такой небольшой ответ на вопрос, который я вначале задавал, как найти
хорошего психолога. Вот мне кажется, если вы чувствуете, что человек не просто вам помогает, что вам там легче становится, а что вот он именно какие-то методы дедукции применяет, вот мне кажется, это прям хороший сигнал к тому, что вы работаете с нужным специалистом. Я думаю, что вы сейчас озвучили то, как вам хотелось бы, чтобы с вами работал психолог. Это, видимо, действительно важно для вас, потому что, как я услышала, вам важно, чтобы специалист вместе с вами исследовал вопрос для вас существенный. Ну, может быть, да. Может, это чисто моя такая точка зрения. Я здесь с вами совпадаю. Мне тоже это очень близко. Ну, коль уж мы говорим про кризисные такие события, которые окружают нас всех. Второе, наверное, событие, которое произошло со всеми нами, это февраль 22 года. Для меня, конечно, те события откликнулись намного сильнее. Просто, несопоставимо. Как я говорил, вот в ковид я вообще как-то так налегке. А вот в феврале я прям и тревогу словил, и понервничал, и даже уехал. И жил там чуть ли не год, я жил в Турции. Интересно, это было примерно так же, вот с точки зрения вашей работы? Или что-то как-то по-другому было? Как прокомментируете? Я сейчас тоже стала заглядывать в себя вот в связи с вашими вопросами. Конечно, это немножко уже субъективный взгляд. Мне кажется, было острее. Я и по-прежнему это ощущаю. Во-первых, все-таки можно сказать, что ковид позади. Это закрытая страница. Все, что касается военных действий и того, как это сказывается на всех нас и на судьбах людей, это не позади, это продолжает быть с нами. И в этом смысле этот кризис не преодолен. И я думаю, что еще даже если закончатся военные действия, на что мне лично хотелось бы надеяться, я думаю, что очень большие будут последствия, и с этой историей не так легко будет справиться. Конечно, сходство с ковидной эпохой в том, что точно так же обрушился мир, привычный мир, появились новые угрозы, на которые непонятно, как реагировать. Раньше об этом много говорили, сейчас как-то меньше, но все-таки и я, и вы, мы выросли в поколениях, которые многие десятки лет жили, культивируя идею, что мир — это самое большое достижение, и вдруг это пришло в нашу жизнь. В общем, я думаю, к этому было все-таки очень сложно оказаться готовым. Конечно, я бы сказала, разлом, который произошел, он намного, на мой взгляд, ковид ни к какому разлому не приводил. Наоборот, приводил к сплочению. Люди взаимовыручкой занимались, взаимоподдержкой и прочими вещами. А здесь все стало по-другому. Оказалось, что различия проходят внутри семьи, внутри дружеских компаний. В общем, короче говоря, всех очень сильно приложила, на мой взгляд. Если говорить о том, как я как психолог, с чем я сталкивалась, многие люди действительно принимали очень скоростные решения, судьбоносные. Они потом могли эти решения поменять, отменить, но все равно они чувствовали, что нужно действовать быстро. И в ситуации стресса это, конечно, большое напряжение создавало. Опять же, искали опоры, искали хоть чего-нибудь, что помогло бы пережить такие непростые времена. С неопределенностью пытались все справиться. Да и по-прежнему. Сейчас уже не столько неопределенности, сколько, потерь. Очень много потерь. А иногда это в буквальном смысле потери, когда люди просто, их земная жизнь прекращается, а их близким приходится с этим справляться. Иногда это потери связей, и очень много потерь связей произошло. И, конечно, это такое горевание разлито, можно сказать, в пространстве. Конечно, адаптация наступает, и, в общем, на смену тем событиям приходит обычная жизнь, просто уже в другом ландшафте. Да? И то есть сейчас мы просто все живем в другом ландшафте, возвращаемся постепенно, конечно, к своим обычным вопросам, но уже немножко другие. Да, но я, наверное, сейчас поспрашиваю то, что меня волнует. Наверное, сейчас уже в меньшей степени, но когда-то меня прям сильно, конечно, этот вопрос, не то что тревожил, мне интересно было ваше мнение. Так или иначе, мы, наверное, все столкнулись с тем, что мы в каких-то вещах очень сильно расходимся с нашими и близкими, и неблизкими людьми. Я просто предполагаю, что, наверное, этот вопрос... С этой проблемой многие сталкивались, и вы, как психолог, может быть, сможете
сказать пару вещей, как находить общий язык с теми, наверное, кто расходится с вами во взглядах. Ну, когда это, наверное, не близкий человек, это не так сложно, можно просто там не общаться. Но когда это человек, с которым вы, ну, так или иначе, ну, не то, что должны, но, скорее всего, всю жизнь общались и планировали как минимум общаться. Вот, может быть, вы что-то посоветуете? Да, это такая, наверное, проблема, с которой каждый сталкивается на человеческом уровне. Ну, а я еще и на профессиональном, потому что с этим обращаются многие клиенты. Не знаю, я, наверное, сейчас у меня скорее какой-то личный будет ответ, чем профессиональный. Давайте. На мой взгляд, в разных случаях могут быть разные решения этого вопроса. Порой расхождение в картинах мира оказывается вообще несовместимым с продолжением отношений, просто потому, что это подрывает вообще основу взаимодействия. То есть, скажем, если вы с каким-то человеком, основное ваше взаимодействие было в каких-то, не знаю, дискуссиях, там, да, в обсуждении животрепещущих для вас вопросов, и вдруг оказалось, что вы кардинально разошлись в чем-то, то не очень понятно, в чем будет ваше общее поле. И это, может быть, даже был ваш какой-то там близкий друг, но все, нет точек соприкосновения, и общение оно просто ранит, и все. И в таком случае, наверное, не будет этого вопроса. Ну, скорее всего, придется как-то отгоревать, закончить одну эпоху и начать другую, и понять, что жизнь не заканчивается, и вы можете найти единомышленников в другом месте и среди других людей. Если же мы говорим, например, о каких-то семейных историях, когда вы не планируете, вообще говоря, прекращать отношения со своими близкими, потому что, и это я подчеркиваю как основу, потому что у вас есть общее поле. Например, я не знаю, если речь идет о ваших родителях, братьях, сестрах или каких-то родственниках, у вас, вам нравится вместе проводить, не знаю, семейные праздники, там, не знаю, собираться на даче, или вместе воспитывать общих детей, или вместе ухаживать за, не знаю, любимой бабушкой. И в таком случае, я думаю, что лучшее, что можно сделать, это просто самому себе напоминать об этом приоритете. Если это важная часть вашей жизни, и вам хочется этим заниматься, с этим человеком, то можно просто вынести за скобки ваши разные взгляды на вопрос. Иногда это бывает нелегко сделать, потому что это не только от вас зависит. Но можно сделать то, что зависит от вас. Да? Постараться не провоцировать близкого человека на эту тему. Иногда впрямую проговорить, что, слушай, у нас есть общая жизнь, и давай попробуем ее сделать комфортной. Мы не можем поменять точки зрения. Давай мы просто не будем туда заходить. Иногда об этом можно договориться. Со старшими родственниками бывает сложнее, но, как правило, даже в этом случае, если приложить определенное количество усилий, возможно выстроить по-новому взаимодействие и не заходить просто в эту рискованную область ради сохранения другой очень важной области общения. Если позволите, я еще одним хотела бы поделиться здесь соображением. Я часто размышляю об этом. Ну вот, когда я, например, была еще совсем юной, буквально подростком, случился вот тот самый слом эпохи, я его сегодня уже упоминала. Это 90-е годы, когда закончилась одна страница истории, например, нашей страны, и началась другая. И вы знаете, ведь тогда тоже ситуация была крайне острая, потому что для огромного количества людей многие вещи перестали иметь смысл, и они не очень понимали, как себя обнаружить в новой реальности. И точно так же проходили острейшие столкновения внутри семей, между семьями, между людьми, внутри коллективов. Я не думаю, что тогда острота была меньше, чем сейчас. Я думаю, она была очень похожа. Больше. Может быть, даже больше, да. Что мы знаем сейчас? Что, ну, так или иначе, люди преодолели это. И это меня всегда поддерживает. Знаете, как говорят, там кольцо Соломона, по-моему, на котором было написано «все проходит», и это пройдет. И в этом смысле, ну, люди удивительно живучие, как и то прошло, и это пройдет, и снова станут важны человеческие связи и близкие отношения. Поэтому, ну, вот иногда я, во всяком случае, нахожу утешение в этом. Ну да, кстати, вот тоже я и до этого что-то хотел подобное спросить. То есть вы вообще хорошо помните те времена? Потому что я был ребенком, я, конечно, все помню, но я вообще это не ощущал, потому что, ну, у меня никакой ответственности не было. Не, я думаю, что я кое-что помню, и насчет ответственности, наверное, я ее тоже не очень много ощущала.
но события были яркие. Я точно, знаете, что помню? Что меня, вот несмотря на все происходящее, удивительное вокруг, больше всего волновали мои юношеские проблемы. Вот радость жизни, которая свойственна молодым, она затмевает абсолютно все. И на каком бы мы историческом фоне ни существовали, а ближе всего те переживания, которые переживает человек в связи со своим возрастом. Вот можно сосредоточиться на своих каких-то личных проблемах. Так, никто же просто не выдаст потом второй молодости, второй юности, и вот приходится проживать так, как есть. Ну, то есть тогда вы были молоды, и вас все равно вы концентрировались на других? Дальше. Эмоционально было для меня дальше. Это было немножко как какое-то увлекательное кино, я не очень погружалась в такие вещи. Да, конечно, было сложнее. Многие знания, как известно, многие печали. Уже невозможно смотреть глазами беспечной девочки на происходящие события. Было сложнее сейчас? Да. Про зависимость от гаджетов, от соцсетей. У меня была ужасная зависимость от соцсетей. И сейчас есть и от гаджетов, и вообще... Мне, наверное, просто здесь нет какого-то вопроса, но что вы вообще думаете об этом? Как на наш мир влияют технологии, то, что мы вот, ну, реально, не знаю, у меня жизнь прям практически, ну, я не знаю, 70%, наверное, онлайн. Вот у меня только как бы семейная жизнь личная, слава богу, и там, ну, даже вот с родителями, то есть у меня родители в другом городе живут, и... Ну, большую часть времени, наверное, мы действительно только онлайн общаемся. И как вы это ощущаете? Как вы на это смотрите? Вы знаете, дело в том, что у меня и мой муж, и мой сын, они вообще, их род деятельности связан с областью искусственного интеллекта. Поэтому я очень много вот слышу и черпаю еще информации оттуда. И иногда мне даже сложновато с этим бывает, потому что они все-таки очень глубоко погружены, а люди, которые этим занимаются всерьез, ну, они переполнены какими-то, знаете, прогнозами, иногда довольно мрачными, того вообще, куда двигается человечество. И ну, мне, наверное, может быть, просто как женщине, мне не хочется иногда даже уходить в такие абстрактные размышления, потому что страшновато. Вот, это я немножко с этой стороны ответила на ваш вопрос. А с другой стороны, вот вы упомянули, с родителями получается общаться только онлайн, потому что они в другом городе. Но если подумать о том, что могло бы происходить, например, лет 50 назад, то у вас, дай бог, по телефону бы только получалось общаться. О таком количестве общения и возможности видеть их, ну, например, по видеосвязи, вообще речи не шло, правда? То есть я смотрю на это так, что онлайн, он, с одной стороны, как будто нас разъединяет, а с другой стороны, он нас сближает. И в какой-то степени это такая трансформация, мы не можем всех последствий предугадать, но я однозначно чувствую, что в этом не только есть что-то негативное, но и масса всего позитивного. Мы сегодня уже с вами говорили о том, что благодаря онлайну всем стали, допустим, доступны услуги качественных специалистов, там, в том числе в области психологии. Из какой-то глубинки можно обратиться к специалисту и получить помощь. Безусловно, онлайн, интернет связывает нас, способствует нашей общей связности. Но, видите, есть и побочные эффекты. Ко мне многие клиенты, они просто с другого конца Москвы, ну, неудобно доезжать, потому что они понимают, что они проведут очень много времени в дороге, и они говорят, да давайте онлайн. Ну, как бы, зачем тратить это время, да? Вот вопрос возникает, хорошо или плохо, не знаю. Это можно как с какой стороны посмотреть, как говорится. Так, мы говорили с вами, сразу врываемся, мы говорили с вами про гаджеты, про соцсети. У меня по ходу вашего ответа, вашего мнения возник вопрос, да, вот там, чем ты моложе, тем тебе легче, в принципе, с этим тем более естественно существовать. Да, то есть тут никаких проблем. Но мне стало интересно, а есть ли у вас клиенты пожилые? Бывает такое, что они приходят вот с такого рода проблемами, что там я не успеваю за временем, вот какие-то такие вещи? Или это редкость, что вообще пожилой человек приходит?
Это редкость. То, что я сейчас вспоминаю спонтанно, обычно человек, для меня все-таки я и сама уже не самый юный человек. Для меня пожилой – это человек как минимум близкий к возрасту моих родителей уже, допустим, да, или там, уже скорее пенсионного, может быть, какого-то возраста. На моей памяти обращались за помощью в основном под влиянием детей, взрослых детей, поскольку, как я уже говорила, я преподаю психологию, и среди моих учеников очень много людей, обучающихся на психологов, взрослых людей. Я преподаю на программах дополнительного профессионального образования, туда приходят уже не в 17 лет. Так вот, открывая для себя психологию, мои студенты понимают, что их родители тоже нуждаются порой в поддержке. Почему-то мне сейчас вспомнилась интересная история. Одна моя клиентка очень беспокоилась о своей маме. Ей казалось, что мама переживает депрессию. И она настояла, она уговорила маму, чтобы она со мной поработала. Это была не очень длительная работа. Мы встретились, я не помню уже сейчас, но в пределах 10 встреч, никак не больше. И знаете, что у меня осталось такое интересное впечатление? Вот эта женщина уже абсолютно взрослая, состоявшаяся, там жизнь вполне ее удовлетворяла. Она потеряла немного смысл. И все вроде бы было хорошо. У нее не было проблемы, что она не успевает за ходом времени. Она просто не могла найти, что может ее радовать. И ее дочь не зря беспокоилась в связи с этим. Вы знаете, что ей помогло? Она просто, как и многие другие люди зрелого возраста, пересказывала мне свою жизнь. И прямо на глазах было видно, как она оживает. Она вспоминала какие-то эпизоды из молодости, из юности, из других времен. И она к этому прикасалась, входила вот в какой-то контакт со своим переживанием. И вы знаете, к концу нашей работы она выглядела гораздо более живой. Она как будто еще раз вспомнила всю свою жизнь, пересказала ее человеку, который был готов это услышать. И это в нее вдохнуло энергию. И ей как-то самой, видимо, стало больше нравиться то, как она живет. В основном люди действительно взрослого возраста, они не делают ставку на какую-то трансформацию, на то, что им нужно что-то с собой сделать, поменять. Они, в общем, на эти вопросы себе успели ответить. Но им бывает очень важно, чтобы их послушали. Одна из проблем вот такого возраста – это некое одиночество, может быть, которое человек испытывает. И когда он находит душу близкую, то ему это помогает. Ну да, вот у меня тоже бабушка... Не знаю, у меня такое ощущение, что, у нее там куча болячек всяких, но такое ощущение, что если она даже со мной, наверное, не обо всем она может поговорить со мной, но даже вот со мной она там часа 2 посидит, поговорит, как будто бы ей действительно легче становится, она как-то успокаивается, как будто бы у нее меньше уже там болят там ноги, голова там и так далее. Да. Есть такое. В этом смысле нельзя не упомянуть такую банальную истину, что человеку нужен человек. И миссия психологов – быть тем самым человеком для другого человека. Коль уж мы коснулись всех этих гаджетов, соцсетей, и вы уже упоминали искусственный интеллект, вообще в работе психологов, и плюс у нас айтишный подкаст, в работе психологов как-то сейчас искусственный интеллект участвует? Вы пользуетесь чем-то? Вы знаете, я сама бы, наверное, к этому еще, может быть, долго не прикоснулась, но, как я уже упоминала, в моем близком окружении есть люди с этим на «ты», обращающиеся, поэтому вот чат GPT, значит, был мне представлен, да, как интересная новая возможность. И да, мне было очень увлекательно. Я, допустим, как я уже, вы упоминали, у меня есть свой телеграм-канал про отношения, и мне очень нравится такое, знаете, что-нибудь интересное для своих подписчиков предлагать. Например, я люблю иллюстрировать какие-то темы, связанные с психологией отношений, допустим, примерами из фильмов. Потому что в кинематографе, слава богу, огромное внимание уделяется теме отношений. И все иногда на примере более понятно, чем вот в теоретическом ключе.
И когда я ищу какие-нибудь особенно подходящие мне цитаты, я помню, меня потряс чат GPT, которому я буквально давала задачу. Подбери мне лучшие фильмы, которые раскрывают, например, допустим, тему созависимых отношений между, там, не знаю, партнерами, мужчиной и женщиной. Приведи конкретные иллюстрации, как это выглядит, там, да, как реализуется эта созависимость. Подскажи, на какой минуте посмотреть это. И вы знаете, и мне раз такой сразу перечень этих фильмов, и буквально чуть ли не с таймингом, где и какой момент нужно посмотреть. И я была потрясена, и, конечно, я такие возможности стараюсь использовать. Блин, офигеть. Я просто всегда удивлялся. Ну, то есть я все равно почитываю телеграм-канал. Ну, те, наверное, примеры, которые вы как бы лично приводили, понятно, что вы брали из головы, но я всегда, да, поражался, что вот у вас на каждую историю там есть пример там сериала, фильма. Вот. Ну и прикольно, что вам еще и как бы вы не только из головы берете, вам еще помогает. Ну, это сильное подспорье. У меня голова все-таки не вмещает всех возможностей искусственного интеллекта. Да, не, я помню. Первое, наверное, что вы мне стали в качестве примера приводить, это сериал «Секс в большом городе». Оттуда там типа вы приводили именно пример просто характеров. То есть сериал-то я что-то там смотрел, но я глубоко все равно не знаю, что там происходит. Но героинь, конечно, я помню, какой у каждой характер и как она там реагирует, да. Ну что, прорекламируем чуть-чуть, да, канал. Давайте подписывайтесь на канал Екатерины. Спасибо там большое, прикольные всякие штуки. Да, вот мы говорили про психологов. Лично я, конечно, очень с большим уважением отношусь к психологам. Но это вот во многом благодаря вам. Именно вот после вас я вообще такой, блин, если человек психологией занимается, я и сам как-то начал в этом разбираться, наверное, благодаря вам. Я такой, блин, значит, это вообще умный человек. Вот. Но сейчас много вообще всего вот этого, нумерология, астрология, карты Таро. Ну, у вас, вот я сказал, что у вас там были карты Таро, но это, я не знаю, это просто, да, метафорические карты. Метафорические карты, да. Ну, коротко скажу, что там вот эти метафорические карты, это история про то, ты там видишь карту, и ты как-то на нее реагируешь, и это вот как раз история про это, то есть это не про гадание, а именно про твое отношение. Как вы вообще относитесь к вот этим всем профессиям? Можно ли прислушиваться к такого рода специалистам? Ну, наверное, каждый сам все-таки будет определять, стоит ему к чему-то прислушиваться или нет, мы же разные. Знаете, интересно, у меня прямо сегодня был интересный диалог с одной моей клиенткой, которая поделилась, сейчас такая одна из модных тем, может быть, вы тоже слышали такое слово регрессолог. Ну, я только знаю вот состояние регресса. От вас. Причем, что это за состояние? Но это, видимо, вот как раз про выход из этого состояния. Да нет. Нет? Нет. Это, знаете, что-то другое. Может быть, вы смотрели такой сериал с Гошей Куценко в главной роли «Инсомния», где-то год назад или полтора, или два. Я не фанат Гоши Куценко. Да я тоже не то чтобы фанат Гоши Куценко, но сериал касался психологии, и сейчас же очень много сериалов про психологию. В частности, там такая тема, как регрессионный гипноз, анализ. Вот про него все это было. Для меня это была непонятная история. Я с этим раньше не соприкасалась. Скорее речь идет о том, что помощь оказывается через погружение человека в некие, назвать это воспоминания сложно, как будто бы воспоминания о его, якобы имевших место прошлых жизнях. Я, видите, так очень осторожно формулирую, потому что все-таки себя я отношу к людям с научной картиной мира. Поэтому здесь мое отношение такое. Ой, вот что мне еще понравилось, когда мы с вами вот первая встреча, это просто может быть вот опять вот в тот вопрос про психологов. Я просто потом забуду, как найти своего психолога. Я помню, что вы мне задали пару вопросов таких логических, так скажем, и просто сказали, вроде логика у вас есть, что-то вот такое. И я такой, это здорово. То есть мы все-таки, да, будем... На одной платформе. Да. Я тоже такой, это тоже звоночек, хорошо. Все, возвращаемся к регрессии. И, помощь оказывается через то, что человек вспоминает
как будто бы о своих там прошлых жизнях, каких-то своих воплощениях, ипостасях. И это дает какие-то ответы человеку на вопросы его текущей жизни. У нас сегодня был очень интересный диалог с одной моей клиенткой, которая в это довольно глубоко погружена, и она много проходила этих сеансов. И я ей задала вопрос, потому что, когда она описывала какие-то сюжеты, мне в этом много показалось интересного. Я знаю ее историю, я вижу какие-то взаимосвязи, которые отражаются в ее вот этих фантазиях таких, да, назовем это так. Мне захотелось это поисследовать, связать с нашей с ней работой, но я стала осторожничать, потому что пыталась понять, а что для нее, собственно говоря, полезно. И, в частности, она поделилась, что ей дает успокоение, когда, допустим, она вот рассматривает свою какую-то боль, возможно, тяжелую утрату, с которой она соприкоснулась в жизни, через призму вот истории из прошлой жизни и проводит какие-то связи, что, возможно, одно с другим связано, ей это дает облегчение и успокоение. И я, когда я это услышала, я подумала вот о чем. Ведь на самом деле многим людям приходится в жизни сталкиваться с совершенно такими немыслимыми переживаниями, очень тяжелыми, очень трудными, к которым нельзя быть готовыми. И если такой метод дает возможность человеку с этой болью справиться и облегчить ее, я вообще 2 руками за. Ну, я, кстати, помню, даже вот я как раз тренинг вспомнил сейчас, давно это было уже, и на тренинге тоже мы разбирали какие-то картинки, и вот мой собеседник или... мы какое-то задание выполняли парно, и я помню, там была женщина, видно было, что она верующая. И вот что-то, да, там про Иисуса, что-то мы так говорили, и я прям вот видел проблему, как будто бы вот, что вот у нее были переживания, какие-то семейные проблемы были, и что вот там ее, могу ошибаться, условно, вот ее сын, он как будто бы, он там что-то делал такое, или даже она сама что-то делала, что типа как будто бы это грех. Вот так вот, что ей там кто-то говорит, а она как будто бы грешит. И я ее пытался навести на мысль, что, может быть, вам наоборот как бы правильно советуют, что вот тут вот не надо так как бы на это вот так смотреть. И возвращаясь вот к вашей теме с погружением в прошлой жизни, да. Нет ли такого, что условно ты человеку там даешь какой-то вот там, так назовем, конфету, да, что вот он там ее съел и ему полегче стало, да, но типа вот не решает это какой-то глобальной проблемы. Да. И вы совершенно справедливо вот на другую сторону обращаете внимание, потому что это другая часть моего отношения к таким нестандартным, нетрадиционным способам, воздействия, помощи. Вот против чего лично я выступаю, и чему, наоборот, учу своих студентов, сама этого стараюсь придерживаться. На мой взгляд, перво-наперво, что стоит сделать психологу, когда к нему пришел клиент, это помочь отделить человеку то, на что он может повлиять, от того, что вне его власти. В этом плане люди устроены очень по-разному. Кто-то склонен на себя натягивать ответственность и, так скажем, переоценивать свои силы, думая, что я тучи разведу руками. А кому-то, наоборот, свойственно чувство какой-то беспомощности, что все события определяются внешними обстоятельствами, и он даже пробовать не станет, и вообще ему трудно взять ответственность хоть за что-нибудь. Вот, на мой взгляд, очень мощная помощь от психолога может заключаться в том, чтобы попробовать человека здесь скорректировать, откалибровать, приблизить его к реальности, помочь ему разобраться, что да, вот это точно в моих руках, а вот здесь наверное, от меня мало что зависит. Если же мы говорим об астрологии, тарологии, еще чем-то, то иногда, по-моему, люди излишне уходят в ощущение, что все там как-то светилами определяется, или, не знаю, судьбой, или раскладом, или чем-то еще, какими-то внешними силами. И вот здесь я вижу определенный риск. Но знаете, с другой стороны, Саш, те, кто к этому и так склонен, к перекладыванию ответственности, отобрать у них астрологию, они на что-то другое начнут перекладывать ее. Поэтому интересная мысль, да. В этом плане я думаю, что пусть расцветают все цветы, и как пелось в известной песне, устроены так люди.
Желают знать, что будет. Хотя, в общем-то, все понимают, что не предначертано это на небесах. Ну да, я вот сейчас в этом ключе о себе подумал, что вот у меня тоже есть, своего рода, наверное, моя так называемая астрология, что я в своей жизни там где-то вот проиграл, как правильно сказать, не получил поражения. Смоделировал? Нет, не смоделировал. Произошла ситуация, в которой я себя ощущаю побежденным, проигравшим, даже вот так. И у меня столько сил и энергии уходит на то, чтобы я вот это все с собой, вот это вот так вот у меня там на плечах просто такой груз, я вот все время несу его с собой, и я такой, вот я потом это вот я вот сделал. Это, знаете, вот это, примерно, наверное, чтобы вы поняли. Я думаю, вы-то поняли, может быть, зрители, чтобы поняли. Вот вы приводили в пример, что вы в 36 лет поменяли профессию, и вот у меня вот таких вот профессий там условно довольно много. То есть все равно же это у вас в голове сидело. Я вот я сейчас не про профессии, я там про какие-то, не знаю, там достижения там в спорте, какие-то неудачи в личной жизни, там еще что-то. И я вот это все несу, и это тоже вот своего рода у меня астрология такая, что вот я иногда головой понимаю, что, я живу вне реальности, что, невозможно все вот это вот исправить, что вот, нужно вот этот выкидывать уже, если представить, что мы на воздушном шаре, что вот нужно выкинуть. От балласта избавляться, да? Да, то есть я думаю, что здесь вы очень правильно подметили, что, наверное, с точки зрения психологического состояния человека, как ни крути, есть вот какие-то вот, все равно мы так устроены, что мы верим во что-то. Хотя вот со стороны другой человек посмотрит, скажет, слушай, ерунду не неси, какая астрология, там, какие там карты Таро или там что. Но, тем не менее, да, у каждого, наверное, есть вот такие штучки, и если человеку помогает это прийти в себя, может быть, это не так уж и плохо, да? Правильно я вас услышал? Да, абсолютно точно. Мне здесь на ум приходят тоже вот слова моего учителя Елены Лопухиной, я о ней сегодня уже говорила. Я совершенно солидарна с ее взглядом. Человеку очень одиноко ощущать себя единственным хозяином Вселенной. И даже очень люди образованные и с мощным интеллектом, и очень рационально мыслящие, все равно где-то в глубине души предполагают, хотя, может, даже об этом и не говорят вслух, насчет того, что существует какой-то еще высший разум, высшие силы, потому что, очень уж как-то неуютно не иметь такого, мне кажется, представления и опоры. В некотором смысле все равно любой человек ведет немножечко диалог вот с тем, кого кто-то называет Богом, а кто-то называет просто силами природы. Можете ли вы что-то посоветовать, почитать, посмотреть, может быть, какие-то там, не знаю, лекции по психологии? Что, на ваш взгляд, такое самое топ-3 там таких вот вещей? Вот про лекции я сейчас что-то озадачилась. Я больше, может быть, мне будет проще что-то про книги сказать. Да, можно просто книги. И, может быть, вкратце что-то об этих книгах. Да. Но мы сегодня с вами уже упоминали некоторые книги. Мы говорили про Эрика Берна, что это не устаревающая книга. Она немножко сложна в начале, потому что Эрик Берн – это основатель транзактного анализа, и он сначала фактически излагает свою концепцию. Если удастся через это продраться, то дальше становится легче. Мне кажется, механизм того, как люди заменяют истинную близость в общении психологическими играми и переходят к режиму манипулирования друг другом, я думаю, это бесценное знание, которое никому не будет лишним. Вот. А в каком году эта книга написана? А я сейчас даже и не помню, в каком году она написана, но я могу предположить, если психологии всего около 100 лет, а Эрик Берн был одним из тех, кто стоял у оснований, наверное, не меньше, чем 80 лет назад, скорее всего. Упоминала я сегодня живого классика Ирвина Ялома, его можно вообще все книги читать.
одна из наиболее таких популярных и художественной направленности. Это известнейшая книга «Лжец на кушетке». Тем, кто хочет понять вообще, как устроен процесс психотерапии, и что психотерапевты – это тоже люди, не лишенные своих недостатков, вот можно сразу к этому обратиться. Ой, а можно спрошу, есть какая-то книга, может быть, это она и есть, и там какой-то психолог, она раскрывает, так скажем, свои мысли, условно, типа, вот к ней там приходит один и тот же пациент, или, может, разные, и что, она сидит уже там о своем, думает, это, типа, как ты меня уже достала с этим? У нее, она говорит, что у меня просто есть такие мысли, не то, что она это высказывает, но вот вы не знаете, не приходит вам ничего, От лица женщины-терапевта я не знаю книг, но то, что вы предположили, сам Ирвин Ялом, это и эта книга, которую я сейчас назвала. Может быть, это она. В таком ключе написано. Но просто он пишет всегда о себе, то есть там мужчина-психотерапевт, основное действующее лицо, но основной сюжет похож, не сюжет даже, а, как сказать, формат. Действительно, от первого лица психотерапевт может быть, это рассказывает о том, что с ним происходит во время его общения с клиентами. Есть такое, да. Еще, знаете, я лично люблю... собственно говоря, вы сегодня меня спрашивали про мои проекты по теме отношений. У меня же есть еще и не только такие вот терапевтические группы, но и там курс целый у меня есть, который я посвятила... я знаю. По-моему, я знаю, про что вы. Да. Так вот, и я наверняка, может быть, я и вам эту книгу рекомендовала. Я этот курс 100%. сделала на основе одной из моих любимых книг. Я ее прочитала еще не будучи психологом, но, в общем, она для меня бесценна. Это «Парадоксы страсти». Да, я так и подумала. Автор Делис Дин, она мне очень нравится. Еще мне, допустим, нравится такая книга «Имя боюсь ошибиться». Точно то ли Джон, то ли Джоев, то ли что-то в этом духе. Готман, автор. И она называется «7 принципов счастливого брака» или «Эмоциональный интеллект в любви», как-то так. Очень прикладная книга. Она, во-первых, про эмоциональный интеллект, что само по себе интересно и является, на острие, современной науки и психологии. А во-вторых, она действительно дает прям конкретные рекомендации, как сохранить отношения, и основывается на массе статистического материала. Сам этот Готман проводил исследования, наблюдал в течение чуть ли не 30 лет за разными парами и искал критерии, по которым можно предсказать, как будут развиваться отношения. Вот меня это подкупило очень в свое время. Несколько таких любимых. Записали. Может быть, какой-то фильм? Есть ли какой-нибудь художественный фильм про психологию, в плане что-то вот он такое, можно почерпнуть? Вы знаете, все фильмы, мне кажется, так или иначе про психологию. Здесь вообще трудно ошибиться. В общем и целом, вы сегодня вспоминали про «Клан Сопрано», где психоаналитика, упоминали. Кстати говоря, мне было очень увлекательно смотреть. Уже несколько сезонов вышло. Это наш сериал «Триггер» с Максимом, по-моему, если я не ошибаюсь, в имени актера Матвеевым, который... Называется «Триггер»? Да, он так и называется. Это сериал. Не знаю. Это сериал, он посвящен провокативной психотерапии, прям методу провокативной психотерапии. Он очень эффектный, очень интересно на него смотреть. И, в общем, интересно. А вот я, например, фильм, который я своим студентам рекомендую, которые стремятся освоить профессию консультанта, он существует в 3 вариантах. Как, знаете, по франшизе сериалы снимают сейчас. Но он давний, он еще нулевых годов. Он называется «Пациенты». И он есть в американском варианте, есть в израильском варианте и есть в российском варианте. В российском он называется «Без свидетелей». Там главную роль исполняет, по-моему, Ксения Кутепова. Она как раз психотерапевта играет. И у нее каждая серия – это ее очередной сеанс с клиентам. Это вот для тех, кто хочет изнанку психотерапии больше. Прикольно. Узнать, да? Прикольно. Вот. А так вот, я не знаю, почему. Один из моих любимых фильмов, и он, знаете, он касается и психологии отношений, и вопросов привязанности. И мне кажется, он просто сам по себе абсолютно гениальный. Это «Вечное сияние чистого разума», по-моему, так, я знаю, да. называется. С Джимом Керри, да? Да. Да. И Кейт Уинслет, правильно, из «Титаника», актриса. Вот. И вот там такие вообще пронзительные вещи, там про то, как люди, стремясь избавиться от страданий, связанных, не знаю, с близкими отношениями, стирали себе память, а потом снова встречались с этими же людьми, и все по новой начиналось.
Вообще, вот, по-моему, совершенно гениально. Да, прикольный фильм. Я, кстати, еще знаю про этот фильм, что Джим Керри, когда снимался в нем, он как раз, ну, то ли там развелся, то ли расстался с кем-то, и на этом фоне вот режиссер там его подловил как бы в этот момент, и он просто поэтому так близко к реальности, наверное, у него получилось сыграть. Вот такой необычный факт, знаю про этот фильм. Кстати, да, вот вы как раз упомянули вот эту книгу Ирвин Ялом. И да, возможно, в этой книге он как раз там рассказывает про такие моменты, что там, ну, бывает, может быть, скучно слушать пациента или еще что-то. Ну, я как раз у вас хотел спросить, как вы вообще абстрагируетесь? Ну, да, я знаю, что есть супервизоры, да, по-моему, называется, но тем не менее, как вы... Ну, не знаю, вот, ну, моя история, наверное, так, фигня вообще какая-то. Но я уверен, к вам приходили люди, ну, блин, с такими реально проблемами. И вот на этом форуме я читал, там, ну, бывают прям такие серьезные потрясения человек испытывает. Как вы абстрагируетесь от этого? Как вот... Ну да, наверное, техники какие-то, но интересно просто из ваших уст это услышать. Как вот это, всю тяжесть вот эту... переносите? Ну, интересный вопрос, но дело в том, что я не очень понимаю, как на него ответить, потому что когда уже обладаешь этим навыком, то не очень понимаешь, как это происходит, да? А в целом... Ну, а вот первое время было такое, что человек... Ну, вот я прям представляю, у меня прям картинка такая, да? Человек приходит, рассказывает вам какую-то, ну, душещипательную историю, и вы там, ну, максимально, наверное, как-то держитесь, пытаетесь его успокоить, как-то уверенность проявляете. Но у меня такая картина, что вот он выходит, и вы просто начинаете рыдать. Не было такого момента? Ну вот... Или, может быть, до сих пор бывают? Слушайте, интересно, вот именно почему-то такого момента не было, но я, безусловно, бывали случаи, когда я очень глубоко пропускала внутрь себя истории и события клиентов, и точно могу вам сказать, что бывали случаи, когда я продолжала думать о клиенте после того, как встреча заканчивалась, и искать какие-то идеи для того, чтобы помочь клиенту. Ну, вы вспомнили о супервизоре. Да, для психологов это как способ немножко контейнер выгрузить, да, потому что действительно ведь есть даже такое слово в психологии — контейнирование клиента. Речь идет о том, что клиент приходит переполненный своими переживаниями, а психолог это все принимает в себя как контейнер. Но психолог же может в течение дня много кого и чего принимать. Ему тоже иногда нужно освобождать, значит, свой разум от этого. Для этого ходят к супервизору. Блин, ну да, кстати, это такой прикольный термин. Я сейчас прям вот представил, что действительно психологи — это вообще, ну так утрируя, это же вот есть порты, которые вот эти контейнеры привозят, складывают. Их действительно нужно разгружать. Ну, немножко, да. Но, вы знаете, все равно никуда нельзя деть, пока мы не срослись в единый организм с помощью искусственного интеллекта. Все-таки между нами есть довольно-таки непроницаемые границы, и когда вам рассказывают о чем-то переживании, это не то же самое, что вы его сами проживаете. В этом плане, естественно, психолог не на 100% воспринимает все так же, как и сам клиент. Вот. Но вот так было, и очень хотелось помочь и найти какие-то пути решения. И бывало такое погружение в клиента, такое сильное, очень интенсивное. В профессии нашей считается, что такого лучше, ну, все-таки не допускать, потому что это может привести к потере нейтральности, потому что мы помогаем не тем, что начинаем жить с клиентом его жизнь, а тем, что просто помогаем клиенту разобраться со своей жизнью и найти собственные способы ее исправлять. А у меня, знаете, бывало другое. Действительно, истории бывали разные, и в частности, когда приходили клиенты, находящиеся в небезопасной для себя жизненной ситуации, ну, например, потому что партнер был склонен к насилию, допустим, то иногда у меня было сложное ощущение после встречи. Например, когда такого рода клиент, ну, чаще это женщины все-таки,
они в надежде на то, что что-то может им помочь и исправить ситуацию, они говорят: а давайте мы придем, значит, с нашим с моим партнером, и вы вот с нами обоими там поговорите, и, может быть, ему что-то станет понятно. А я уже понимаю из общего контекста, что человек, ее партнер, например, переполнен агрессией, что он не умеет контролировать свои импульсы. И я, во-первых, это просто запрещено этикой, значит, работать с парой в связи с тем, что, я уже, допустим, работаю с частью пары. То есть это может быть... То есть если парная терапия, то как бы изначально она должна начинаться как парная, желательно, да? Так, да. Бывают некоторые там исключения, когда это какая-то разовая консультация, но в целом все-таки это лучше разносить, да, потому что там потеря лояльности происходит и прочее. Но как бы... Да, мне в этом плане всегда нравятся вот эти все комедийные ситуации, когда она там приводит мужа, и психолог говорит: ты не прав просто. Да. Это как раз то, почему это не рекомендуется делать. Той ситуации, которую я сейчас вспомнила, я помню, что у меня, так знаете, шерсть на затылке вздыбилась, если выражаться фигурально, потому что я просто испугалась. Я поняла, что очень много враждебности со стороны ее партнера может в том числе быть направлена и на меня, потому что, по сути, он как его глазами это может выглядеть. Пришла его, значит, там жена, подруга, взяла психолога в коалицию, и против него начали тут, значит, действовать. Да, в общем, я подумал, что на такое можно согласиться только, допустим, ваша клиентка говорит: я приду с мужем, вы не против? И вы говорите: я не против, но я тоже с мужем приду. Как бы, или с охранником, который у меня там неподалеку сидит. Да, давайте, что уж там, с квартетом соберемся, да. Такие бывают, конечно. А однажды это был курьезный случай. Ко мне обратился клиент-мужчина, который хотел закончить отношения со своей женой. По ходу выяснилось, что жена не просто жена, а тоже терапевт. Прикольно. Вот это круто. Да. Причем я была тогда менее опытным терапевтом по отношению к ее опыту, и он скрывал какое-то время, что он обратился к психологу. На самом деле ему нужны были силы, чтобы собрать вещи и уйти. И, собственно, он получил эти силы, он собрал вещи и уже собрался на выход. Но жена-терапевт вовремя, значит, как-то вмешалась в этот процесс. И тогда она стала настаивать, чтобы они пришли ко мне вдвоем. Только он меня не поставил об этом в известность. И встреча так и не состоялась, но потом он рассказал, что он звонил, чтобы перенести время, я не смогла, поэтому встреча не произошла. И когда мы с ним увиделись, он говорит: это вот я под влиянием жены, она настаивала, чтобы я перенес время. И я попыталась представить, как я вообще буду справляться с этой ситуацией, если ко мне заявится сразу пара, да еще и усиленная, значит, женой-терапевтом. Это такой, скорее, комедийный момент, но вот было такое. Прикольная история. И второй вопрос у меня вот в эту же тему был, это: бывает ли вам скучно на сеансах? Да нет. Скучно мне не бывает. Мне бывает иногда, чувства я испытываю в том числе разные. И, конечно, например, там бывают трудные истории, когда, несмотря на все усилия и с моей стороны, и со стороны клиента, не получается изменить ситуацию в лучшую сторону, или, по крайней мере, не получается это сделать быстро, или как-то так заметно, чтобы он сам ощутил, что ситуация существенно поменялась. И бывает чувство растерянности, бывает чувство беспомощности, бывает такое, знаете, непонимание, досада какая-то о том, что я чего-то не вижу. Знаете, как вот в таких фильмах, вот как, не знаю, «Доктор Хаус», там, когда они всей командой пытаются понять, что мы упускаем. Вот у меня бывает такое иногда ощущение. Это больше, наверное, более точно описывает какие-то сложные моменты. То есть, условно, когда вы сталкиваетесь с тем, что буквально там у вас на мгновение промелькает мысль,
да блин, ну сколько можно же, как бы, ну все же очевидно, вот же вот, а клиента там не удается в этом убедить. И в этот момент вы понимаете, ну, вы переключаетесь с этой мысли на то, что, ну, что-то я, наверное, упускаю, да? Примерно Дело так в том, я что слышу. мне давно не кажется, что все очевидно. Я понимаю, что очевидным это может быть только с какой-то моей стороны. Ну да, вот это, кстати, вот на группе, вот это прям сильно ощущается на групповой терапии, когда ты слушаешь людей, и ты со стороны смотришь, думаешь, ну, просто как 2x2. Но вот потом поглубже разобравшись в ситуации, ты реально понимаешь, блин, человек просто в патовой ситуации. Ну, конечно, мы же приходим в ту точку, в которой мы находимся, не из вакуума мы там оказываемся, а благодаря всей нашей предыдущей жизни. Всем установкам, каким-то сюжетам из нашей жизни, каким-то особенностям, не знаю, нашей семьи, нашим природным данным. И в этом плане вообще может по-разному быть все воспринято. Я просто, как-то мне давно это стало, я давно приняла, что это так, поэтому, даже и не хожу в сторону того, что второму человеку очевидно. Я просто ищу в такие моменты, когда я вижу, что человек ходит по кругу и не может сам найти для себя какого-то выхода, мне становится крайне важно найти способ помочь ему дверь обнаружить. Да? И иногда моя дверь вообще ему не подходит, тогда я просто кропотливо стараюсь искать дальше. Понятно, что там... Сейчас, знаете, эта фраза очень часто может где-то мелькать, типа, тебе надо к психологу. Не знаю, мы действительно уже вот интегрировали в нашу жизнь психологию, психологов, и поговоришь с кем-то, и тебе человек говорит, вот тебе надо к психологу. Я сейчас не про такую ситуацию говорю, а вот я, может, какую-то личную такую боль передам, но я уверен, что у многих людей мы в жизни сталкиваемся с людьми, которому вот прям человеку, ему надо к психологу. Ты вот видишь, ему надо, но он не хочет. Я вот говорю про таких людей, условно, которые там, не знаю, там, побухивают вот так вот, там, твои какие-нибудь там школьные старые друзья или там, не знаю, тебе как бы человек там в свое время был дорог, а сейчас там... Короче, вопрос... про то, как отправить человека к психологу, но при этом речь идет там не о тех людях, которые там тебе жалуются на жизнь, да, а вот именно, у человека там какие-то проблемы. Я отвечу так, как я поняла. Я, вслушиваясь, то, как вы это описываете, предположила, вы привели тем более пример, что, может быть, вы говорите о ситуации, когда трудно находиться рядом с близким человеком. Да. Потому что вы видите, что... Может быть, даже не столько близким, а вот, В той или иной степени близким. Да. Наверное, если человек совсем вам не близкий, то и эмоций, наверное, таких не будет, да? А возможно, все-таки речь идет о каком-то важном человеке, и вам может казаться, или другому кому-то может казаться, что он, если не разрушает себя, то как минимум не помогает себе справиться с трудным периодом в своей жизни, да? Это как раз та ситуация, Саш, про которую иногда приходится констатировать, что это не в нашей власти. Это действительно может быть очень больно. Например, находиться рядом с партнером, который в депрессии, или, как вот вы сказали, злоупотребляет, алкоголем, это уже вид зависимости какой-то. Что здесь я могу сказать? Вы знаете, поскольку если душа болит, если нет равнодушия, и оно не наступает, и вы не готовы сказать, ладно, это его там дело, то, наверное, я бы также на вашем месте поступала, как я сейчас скажу. Я бы, наверное, искала способ достучаться до человека с позиции, что мне не все равно, и что мне этот человек дорог, и я хочу, чтобы его жизнь... была лучше, чем она вот есть сейчас. И одновременно с этим, мне кажется, это тоже важно, это повышает шансы на то, что человек, может быть, услышит. Я бы обязательно подчеркивала, что он все-таки свободен в этом.
Вы знаете, в свое время, вы меня сегодня спрашивали про книги, в свое время я прочла книгу очень известного польского автора Януша Корчика, может быть, вы помните, а может быть нет, у него такая была художественная книга «Король Матюш I», но вообще Януш Корчик был известным детским психологом, он такой великий был человек, про него ходят легенды. Так вот, я прочла когда-то у него, мне это было так сложно принять, о том, что каждый человек имеет право на смерть, в том числе. И меня это потрясло, я никак не могла вообще понять, что же он имеет в виду, а потом я поняла. И для меня в этом есть какая-то высшая свобода. Когда мы видим, что другой человек, как нам кажется, себя разрушает, мы, естественно, боимся этого, в том числе и потому, что это может привести совсем к катастрофическим последствиям. Но я напоминаю себе, что каждый человек имеет право обращаться со своей жизнью так, как он этого хочет. Конечно, если мы не говорим, например, про несовершеннолетних детей, здесь ситуация все-таки другая. И если родитель видит, что его несовершеннолетний ребенок там что-то такое творит, что наносит ему вред, здесь уж, конечно, не до свободы самовыражения, да, здесь нужно за шкирку, в охапку и как угодно, но стараться помочь ситуации справиться. Да, это хороший такой момент. Мне в другой ситуации примерно такая же мысль помогла. Вот бабушка у меня тоже пожилая, и, я прям себе места не находил. Но, мне казалось, еще там, еще много лет она может прожить. Но при этом вижу, что она вроде как бы и жить и хочет, но ничего для этого не делает. И в какой-то момент просто мне пришла мысль, что так или иначе мы все смертны. И можно, хоть убиваться там, не знаю, самого себя до гроба довести, но действительно человек, надо это просто принять, что человек смертен, и здесь мы точно бессильны. Чуть-чуть это пересекается, наверное, с тем, что вы сказали, что, так скажем, мы пытаемся бороться, да, с чем-то, но всегда есть обратная сторона медали, и, есть какие-то просто необратимые вещи, и убивайся, не убивайся, но когда ты осознаешь этот момент, что человек все равно получит то, что ему предначертано, что ли, вот так скажу. Да, я соглашусь с вами. Мне здесь хочется еще уделить такое немножко внимание чувствам того, кто наблюдает за происходящим. Собственно говоря, вашим или человека, который хочет убедить своего близкого обратиться за помощью. Ведь что, по сути, происходит в тот момент, когда на наших глазах другому человеку плохо, и, как нам кажется, он себя разрушает, ведь мы проживаем большую потерю. Нам очень страшно потерять эту где-то близость, где-то общение. То есть, по большому счету, мы пытаемся сопротивляться своей собственной потере. Или как вы упомянули про бабушку, наверняка это любимая бабушка для вас была, и смириться с тем, что любимый человек, мы потеряем возможность с ним общаться, это само по себе нелегко. И в этом плане, если такая ситуация возникает, мне кажется, здесь можно попробовать помочь самому себе. Так, как примерно вы и сказали. Принять, что потерь, к сожалению, избежать не получается. Да, есть какие-то неизбежные вещи в нашей жизни. Да. И как-то позаботиться о себе, который проходит через эту потерю. Вопросы от подписчика. Так. Там 3 вопроса, но я думаю, они несложные будут для вас. Первый вопрос. Правда ли, что детские травмы определяют нашу жизнь? Отчасти, но не на 100%. Я так немножко шутливо попробую ответить. Говорят, одна женщина своим детям, близнецам, у нее было 2 близнеца, все детство, когда сильно сердилась на них, говорила: закончите свою жизнь в психушке. И что же получилось в итоге? Один из ее сыновей действительно стал
пациентом психбольницы, а другой стал психиатром. Это о том, что детские травмы или какие-то обстоятельства, они, безусловно, влияют, но они могут привести к очень разным результатам. О, ребята, супер классный фильм на эту тему. Ну, вы все его, наверное, смотрели. Это фильм «Отступники». Вот я недавно смотрел обзор на этот фильм, и реально там классный смысл заложен, который я там, только вот недавно понял. Это то же самое, что про то, что вы говорите. То есть там же два персонажа. Один был полицейским, но при этом работал там с бандитами, а второй был бандитом, но был полицейским. Но оба они выросли в Бостоне времен там мафии. И там даже вот этот, который был полицейским, он, в принципе, у него там все неплохо было в жизни, то есть у него была там неплохая семья и достаток, и при этом чувак, которого играл Ди Каприо, он наоборот просто был там, у него была там бедная семья, школа там неблагополучная, там район неблагополучный, все складывалось против него, он там даже в тюрьму сел специально, но при этом он был хорошим человеком, законопослушным, так скажем, за справедливость. Это как раз про детство, что все-таки... Отечественный фильм, где чудесно сыграл Хабенский, «Метод». «Метод», да. Да, ведь это фантазия на тему, но она ту же самую мысль иллюстрирует. Человек, осознавший, какие у него есть склонности разрушительные, он пошел по пути, наоборот, того, чтобы помогать, так сказать, выявлять маньяков. Да, следующий вопрос, опять же, от подписчика. Топ вопросов, с которыми приходят клиенты. Но все-таки это трудные жизненные ситуации. Они, конечно, разный характер носят. Если идти немножко по таким более классическим запросам, которые принято считать запросами к психотерапевту, наверное, это действительно про потерю уверенности в себе в какой-то точке жизни. То есть человек в целом может не ощущать какой-то проблемы с уверенностью, но так сложились обстоятельства, что он эту уверенность потерял, и ему нужно ее восполнить. Ко мне, возможно, так не ко всем, но ко мне очень часто приходят с темой болезненных расставаний или конфликтов в отношениях. Ко всему прочему, я и с парами работаю, поэтому ко мне приходят с темой сложностей в конкретных жизненных ситуациях. Раньше, поскольку я специализировалась, как я уже сказала, на теме помощи с выбором профессионального пути, с этим тоже приходили довольно часто. Сейчас я просто немного отвлеклась от этой темы, поэтому скорее реже. Так, еще один вопрос. Самый интересный случай из практики, может быть, парочку. И вообще, если там что-то можно раскрывать. С выбором самого-самого это всегда большая сложность, да, но многие меня истории, конечно, очень впечатляли. Вот одна история, но она как-то на моих глазах разворачивалась, она имела такой счастливый финал, про это всегда хочется рассказывать. Речь шла о том, что ко мне обратилась взрослая женщина, и она очень ироничная была, она сама про себя говорила, она была 3-й раз уже в отношениях, это было похоже на партнерство, на брак, поэтому она говорит, каждому моему мужу 25 лет. Я, говорит, взрослею, а так вот получается. У нее была довольно значительная разница с ее партнером. И она говорит, и вы знаете, наконец-то я понимаю, что это я нашла идеального для себя партнера, и мне ничего другого. Пока ему 26 не исполнилось. Нет, она была уверена, что это не изменится. Но она столкнулась с тем, что он выгорел несколько в этих отношениях, то есть начиналось все с очень большой любви, он ее там завоевывал и так далее, но сейчас она уже была абсолютно готова к тому, чтобы эти отношения стали постоянными и стабильными, а у него, наоборот, сомнения возникли. И, в общем, для нее это был очень горький момент, она очень боялась его потерять и не знала, может ли она вообще хоть что-то сделать. Соответственно, это как раз тот был исключительный случай, когда я все-таки согласилась на идею, что они придут вместе как пара, для того, чтобы между ними состоялся разговор. Ей было трудно выходить на этот разговор, ей просто была очень нужна поддержка, ему тоже было очень трудно.
И вы знаете, этот разговор, он тогда на меня произвел впечатление. Я тогда была еще не таким уж опытным парным терапевтом. Там было столько вообще таких чувств искренних. И мне удалось с ним контакт установить, что он не побоялся сказать ей о том, что он действительно сомневается, что он хочет побыть один, что он очень боится, что сейчас он возьмет на себя обязательства, которые он не сможет выполнить. И ей это, конечно, было невыносимо больно слышать. Она расплакалась прямо при нем, но мужественно выдержала. Вот. И вы знаете, я потом узнала, я не знала, к чему это приведет. Я потом узнала, а они после этого случая, она нашла в себе силы отпустить его, а он постарался своей свободой воспользоваться. И они расстались на какое-то время. Но потом, каким-то удивительным образом, их отношения вновь завязались. И то, как мы проводили с ней работу, я ей оказывала поддержку, мы с ней пытались понять, разобраться в ситуации, она много для себя поняла. Она проявила, конечно, очень волевые качества свои. И в какой-то момент у них произошло возрождение отношений. Он понял, что действительно она любовь его жизни. Он сделал ей предложение. Это длительный период времени заняло. Но это такое выстраданное счастье было, да, и я немножко к этому имела отношение. И когда она мне уже потом прислала фотографии с их свадьбы, как они счастливы, как между ними все хорошо, я чувствовала такое очень большое удовлетворение. Понятно. Я почему-то представила, что это была Алла Пугачева. Итак, блиц. Да-да. Простой вопрос. Это уже блиц, это все-таки больше о вас. Самое запоминающееся путешествие в вашей жизни? Несколько раз я ездила в Португалию к своим друзьям. И мне вообще очень нравится путешествие, когда на месте есть люди близкие, которые могут раскрыть как-то красоту этого места. И мы ездили туда весной, это был цветущий миндаль, и это ощущение какое-то здесь еще была зима, примерно как сейчас, февраль, а там уже была весна, и на контрасте это меня очень впечатлило. Где бы вы хотели побывать? Какое-то местечко, может? Вы знаете, мне хотелось бы побывать, если, допустим, брать нашу страну. У меня есть идея все-таки доехать до Камчатки, и получится ли еще и на Байкале побывать, надеюсь, что да. Но почему-то Камчатка меня как-то интригует очень сильно. И посмотреть на северное сияние охота. И по-моему, это где-то на севере нашей страны, возможно. Там можно даже что-то Мурманск. До Мурманска можно долететь, и там вообще на раз-два. Если брать за пределами нашей страны, вы знаете, это экзотика, я вообще не представляю, доеду ли я когда-нибудь туда, но это Австралия, потому что это совершенно другой край вообще Земли. Да. И Латинская Америка. Латинская Америка почему-то меня тоже искушает. Какая? Любая страна? Не знаю, Аргентина? Бразилия, Чили, Аргентина, да, наверное, так. Топ-2, топ-3. Что вам нравится в вашей профессии психолога? Я сегодня уже говорила, это детективные расследования, безусловно. И, конечно, то, что я имею дело непосредственно с чувствами и эмоциями людей. Как-то по моему характеру это то, что я ощущаю самым важным, самым наполняющим смыслом. Что вас, наоборот, раздражает? Я прям написал, что вас бесит в профессии. Я могу по-разному ответить на этот вопрос с разных углов. Я могу сказать, что меня бесит в самой себе, занимающейся этой профессией, поскольку мне очень интересно, и мне, конечно, не идут люди в эту профессию, если у них нет потребности быть нужным другим. Да, я это про себя знаю, это осознанная моя потребность, но иногда это приводит просто к тому, что я беру на себя слишком много. Я имею в виду, я перегружаюсь частенько работой, и за счет этого может страдать другая часть моей жизни. Например, спорт, которому я не уделяю достаточного времени, или какой-то досуг. То есть профессия настолько увлекательная, что
Она все время побеждает при выборе, чем заниматься. И я иногда ощущаю немножко несбалансированной свою жизнь. Назвать самых, на ваш взгляд, выдающихся психологов, 2-3 человека тоже. Хоть это и банально, но как бы Фрейд, он просто вообще открыл рот и произнес эти слова, из-за чего мы здесь все об этом говорим. Да? То есть раньше вообще ничего такого не было, да, до Фрейда? До Фрейда? Я бы сказала, психоанализа точно. До Фрейда, конечно же, не было, который является родоначальником практически всех течений современной психологии. По-моему, когнитивно-поведенческая терапия, она как-то по другому пути пошла. Возможно, есть еще имена, и, наверное, их мог бы кто-то назвать, но вот для меня все-таки психология пошла от Фрейда. Нет, слушайте, был еще и Павлов со своими опытами над собаками, да, но я же не физиолог, понимаете, я все-таки уже психолог поколения такого современного, поэтому у меня свой взгляд на вещи. Его соратник Карл Густав Юнг, который, собственно говоря, предложил исследовать бессознательное вот такими методами, которые вы сегодня упоминали, метафорические карты, архетипы, коллективное бессознательное. То есть Юнг, наверное, он ближе всех был к эзотерическим таким направлениям. И в этом плане он вот связующее звено между вот мистикой какой-то, да, он такой самый мистический психолог. Мне близок Карл Роджерс, он является основателем гуманистической психотерапии, клиентоориентированной. Он, знаете, это такой вот, самый такой добряк, наверное, в сфере психологии. Для него важнее всего это как клиент себя чувствует прямо вот сейчас в контакте, и максимально доброжелательная психотерапия из всех возможных. А так можно еще перечислять. Вот отлично, 3. Фрейд, Юнг и Роджерс. Ваши любимые, какие темы в психологии? Тоже можно там 2-3. Нет, мне очень легко. Мои любимые темы связаны с всем, что касается взаимоотношений. Мне максимально близок взгляд все-таки уже упомянутого здесь Эрика Берна, который занимался исследованием психологических игр, происходящих между людьми, и он является родоначальником сценарного анализа. То есть мне очень нравится вот под таким углом смотреть на вещи. Все это про то, что человек действительно формирует бессознательно какую-то программу, по которой он живет, но не осознает это до поры до времени. И кто как с этим обращается. Вот исследование сценариев мне очень нравится. А вот все-таки про отношения. Это такая прям вот, огромная тема. Да, вот согласна, может быть, в ней что-то можно выделить так? Пожалуй, да. Есть такая теория привязанности. Ее родоначальником является Джон Боулби. И она о том, как, собственно говоря, каждый человек получает опыт построения близких отношений, от чего это зависит и как это проявляется непосредственно уже во взаимодействии с людьми. Вот мне очень интересно все, что связано с теорией привязанности, особенно с той частью, как человек может поменять не очень благоприятные привычки свои в этом аспекте. Зависимости. В том числе привычки попадать в зависимые, созависимые отношения. Как он может добавить гармонии и сделать эту историю более здоровой. Вот мне это нравится. А также это одна из моих специализаций, все, что связано с понятием манипуляций и как им можно противостоять. Собственно, вот и тренинг, который я сегодня упоминала, он про это. Мне это тоже очень увлекает. Как, собственно говоря, можно научиться это все распознавать, как грамотно выстраивать границы против подобного поведения. И на более глубоком уровне, как отслеживать свои собственные манипуляции и стараться тоже без них обходиться. Можно ли читать мысли человека? Как и да, и нет. С опытом уже такое количество ситуаций проходит перед глазами специалиста, психолога, что каждую новую ситуацию, мы же все равно это с чем-то сопоставляем. Так вообще человек устроен. Сталкиваясь с чем-то новым, мы пытаемся понять, на что это похоже в нашем предыдущем опыте. И я здесь, я не знаю, пошучу, наверное, немного. Мы уже сегодня о детективах говорили. Я в детстве обожала не только Шерлока Холмса, но еще и персонажей Агаты Кристи. В частности, у нее была такая мисс Марпл, такая старушечка, которая распутывала детективные сюжеты.
И она была забавная. Она одну фразочку все время употребляла. Когда она пыталась поговорить с людьми в новой ситуации, ее все время судьба забрасывала в сюжеты, где все были ей незнакомы. Но она это сопоставляла с известными ей сюжетами. И она говорила, у нас в деревушке Сент-Мари-Мид была ровно такая же история. Вот я иногда себя тоже ощущаю в подобной роли. Когда приходит человек, я думаю, ага, как будто я что-то уже похожее слышала. Иногда можно ошибиться, правда. Но немного это помогает лучше понять человека, я бы сказала так. Просто вот я в начале подкаста говорил про стереотипы, что вот есть стереотип, что там, ну, ходить к психологу, значит, ты, наверное, что-то у тебя там с головой. А второй стереотип, который у меня вот там в юности, в молодости был, я помню, что я там, допустим, встречал человека, и он говорил, я учусь на психолога. И я такой, о, ты, наверное, будешь мысли читать. Вот такое у меня было представление. Ну да. Ну, никакого волшебного инструмента естественно, психологов никто не выдает, а все ровно, как вы и сказали. Чем больше опыта, тем меньше ошибок в предположениях. Если бы у вас были неограниченные ресурсы, чем бы вы занялись? Может быть, какое-то исследование там психологическое. Вот. А может быть, вы бы продолжали просто заниматься тем, чем занимаетесь. Часто сама себе этот вопрос задаю. Знаете, иногда мне просто жизнь подбрасывает какие-то новые возможности. Ну вот, например, там как-то я действительно начала, там задумалась, не завести ли мне канал, просто информировать там о своих каких-то группах. А потом это стало развиваться, мне стало интересно, как это все устроено, а что я могу еще делать с этим каналом. И вы знаете, я отношусь к такому типу людей, я, наверное, в этом плане реактивно больше, чем проактивно. Я реагирую на идеи, которые мне подбрасывают с разных сторон. Иногда из этого что-то получается. А сказать, что у меня есть какая-то прямо такая супер мечта, к которой я стремлюсь, и что я хотела бы именно в это место прийти, наверное, это не очень в моем характере. Да? Вот. Мне кажется, вы вот в 36 лет как раз уже и начали ее осуществлять. Может быть, Саш, да, это, наверное, самый был мой гигантский прорыв в сторону своей мечты. Ну, я не исключаю, что мне снова захочется. Например, в 72, да, 36 до 36, может быть, захочется, а может быть и раньше. Но вот тогда, наверное, я об этом подумаю. Может ли появиться робот-терапевт, психотерапевт? Да, они уже появляются. Вот бот-психотерапевт, он точно совершенно может появиться. И вы знаете, в этом даже есть определенный смысл. Он, наверняка есть, но я имею в виду, наверное, вот прям... я прям вот вижу такую картинку, что да, ты записываешься там на консультацию, но там сидит... может быть, даже человек, но ты знаешь, что это не человек. Так слушайте, мы же сегодня с вами говорили об искусственном интеллекте. Уже почти невозможно разделить искусственно сгенерированный голос, отличить его от живого, и с видеоизображениями скоро будет ровно так же. И я думаю, что это очень недалекое будущее, когда некоторые терапевты будут вот именно такими продуктами искусственного интеллекта. То есть я думаю, что мы уже почти в этом месте и находимся. Другой вопрос, как к этому относиться и для чего это может подойти, да, например. Я хотела эту мысль как раз развить. Например, мы сегодня с вами затрагивали тему кризисной психологии. Дело в том, что когда человек попадает в какое-то катастрофическое переживание, событие, ему нужна срочная экстренная помощь. Иногда психологов просто может не хватать. Допустим, знаете, какие-то массовые, авиакатастрофа случилась, или там землетрясение, или люди попали в зону боевых действий и получили все травму, и нужна реабилитация. Психологов живых может не хватать. А работа с такими людьми, она устроена порой по определенной схеме. То есть нужно просто задавать одни и те же вопросы в определенной последовательности. Работа вроде бы простая, ее необходимо выполнять, и людей может на это не хватать. Вот в такой ситуации могут очень пригождаться вот такие продукты, на мой взгляд, искусственного интеллекта. Но, конечно, ничто не в силах заменить такой подлинный человеческий контакт в ситуациях более глубокого взаимодействия, и где нужно уже просто всю личность включать психотерапевта, я бы сказала так.
Но, то есть, получается, все-таки уже можно что-то делегировать, да? Можно, конечно. Ну, да, блин, на самом деле, мне казалось, что нереально, что, типа, Ну, вот... послушайте, ведь в какой-то степени этим же самым являются психологические тесты. Когда через тест вы получаете информацию. Я понял вас. То есть, условно, да, там случилась какая-то авария, и вот по определенному алгоритму нужно расспросил, а потом человека. А потом уже, да, это помогает. может обрабатывать специалист и оказывать какую-то помощь на другом уровне. Но некоторые вещи 100%. Ну можно. да, кстати, блин, я даже вот об этом не думал, но это... Или другой пример вам приведу. Когда нужно диагностировать ту же самую депрессию, есть критерии, там, они прописаны в разных справочниках, там, например, МКБ или ДСМ. И для того, чтобы очень точно и дотошно все это расспросить, конечно, еще нужно наблюдение, но здесь тоже наука идет вперед, да, мы можем снимать показания там о давлении, о цвете кожи, о сужении зрачков. Я уверена, что наука уже на пороге того, что большое количество информации будут собирать, конечно. Слушайте, здорово для меня, да, вот сейчас такое немножко открытие, стартапы в голове заиграли. Здорово. Есть ли у вас какая-то любимая эмоция? Да, конечно. Я бы ее назвала так. Воодушевление, да, вдохновение. Это то, что очень нравится наблюдать в глазах клиентов. Это нравится то, что нравится переживать мне самой. Прикольно. Я прям помню, вы меня когда-то там на сеансах спрашивали что-то, и я помню так, и прям, наверное, видно, как рождается какая-то вот эта мысль, и я прям ее вслух озвучиваю, и такой, ага. И, да, я понимаю, чего вы, прикольно. Верите ли вы в Бога, или, может быть, во что-то такое, что-то типа... Я привычным образом называю себя агностиком, то есть тем, кто не знает, есть что-то помимо того, что мы можем наблюдать или нет. Как я уже сегодня говорила, я согласна с мнением, что все равно человеку как будто бы очень важно ощущать и фантазировать, допускать наличие некой высшей силы. Я не верю в Бога в том смысле, что я не осуществляю ритуалов, я не хожу там, например, в церковь. Но, знаете, все равно там я загадываю желания на Новый год, возношу, так сказать, своего рода молитвы высшим силам. И, конечно, когда у меня были какие-то лихие времена, я помню, что это можно сейчас рациональными словами назвать, что я занималась медитацией. Это, наверное, тоже будет правда. Но я помню, что я спасалась только тем, что читала молитву «Отче наш», и это единственное, что мне помогало успокаивать свой тревожащийся разум. Я сразу вот вспомнил, когда вы говорили про церковь. Я помню, вот я дедушку как-то спросил, верите ли вы в Бога, и он мне сказал, что я в Бога верю, но не обязательно приходить, он говорил, что вот, не обязательно ходить куда-то, чтобы поговорить с ним. Вот, на такой, наверное, интересной ноте мы закончим. Спасибо вам большое. Спасибо, Саш, вам, что пригласили. Это был очень интересный для меня опыт. И я рад. Я вот говорила вам в кулуарах, мне кажется, у вас действительно здорово получается человека раскрыть, и вы дали мне почувствовать себя интересной, заглянуть внутрь себя. Так и есть, потому что так и есть. Я вам чрезвычайно признательна и благодарна. Спасибо. Всем пока.